on this computer. Так, ну что, запись у нас поехала, ребят, Амстердам. еще раз. Да, всем привет. Мы начинаем совместный эфир с Мариной про рынок труда, реалии, лайфхаки, как вообще искать работу и вообще, что для этого нужно и как не потеряться на этом чудовищном, страшном и ужасном рынке. Окей. Вот. Давайте просто немножко проговорим, что мы задали формат общения, что у нас будет час. А, Мы постараемся уложиться там с материалом, может быть, даже чуть быстрее, но в любом случае мы ответим на вопросы. У нас будет время пообщаться. Если у вас будет какой-то вопрос, пожалуйста, пишите в чат. У нас там один из нас будет вам что-то рассказывать, второй будет следить за чатиком. И если что, прерываться на вопросы. Либо, опять же, мы будем делать определенные паузы, вы там поднимаете руки, и мы будем тоже на эти вопросы отвечать. А пока мы рассказываем, пожалуйста, если вам не сложно, отключайте микрофоны, но мы будем рады, если вы будете включать камеры, чтобы мы видели не черные квадратики, а прямо ваши радостно улыбающиеся лица. Так нам будет Beautiful. проще. Так, и вот кто-то уже не совсем внял моей просьбе с выключением микрофона, поэтому я властью данной мне зумом кому-то микрофон отключил, тому, кто был с ним включенным. Ну что ж, поехали. Давайте знакомиться. Марина, расскажи про себя. Да, всем привет, всем привет. Спасибо, что подключились. Очень рада. Меня зовут Марина. Я продакт в Европейском онлайн-банке для предпринимателей Финол. До этого была Head of Product в России и лид продукта. Запускала несколько стартапов с нуля, в том числе один из которых получил 100 миллионов в инвестиционную зиму в России. Пришла я в этот весь продукт и всю эту интересную стартапную реальность из разработки. Я была раньше фронтенд-разработчиком, лидом отдела разработки, но решила сменить сферу и вот перешла в продукт. Сейчас, помимо работы продуктом, я еще карьерный ментор, менторю людей. У многих запрос с поиском работы, у кого-то связан там просто с повышением зарплаты, с карьерным ростом, с самоопределением и так далее. Вот, уже очень-очень много кейсов про трудоустройство, офферы, международку, в Россию, везде-везде. Вот, много опыта накопилось, хочется делиться, уже телеграм-постов мало, хочется рассказывать вот так вживую. Поэтому сегодня расскажу про поиск. Спасибо, супер. И, собственно говоря, меня зовут Иннокентий. Я работаю сейчас в компании, которая занимается диджитал-идентификацией. Ну, вот это вот вы открываете банковский счет, там поверните мордочку налево, направо, сфотографируйте права или паспорт, или что-то еще. Компания называется Самстав. Практически топ-1 в мире. Вот. Марина нами пользуется. Вот. А я в основном больше склонен работать с техническими особенностями, с платформами, с B2B историями. Я тоже был техническим продакт-менеджером. Сейчас я даже уже чуть больше обычный продакт-менеджер, но достаточно долго был техническим. До этого был аналитиком, solution-архитектором, чуть-чуть разработчиком, чуть-чуть тестировщиком, но в основном всегда вот вокруг анализа продуктов и всего чего-то такого переходил. Плюс больше 4 лет я учил системных аналитиков, как им развиваться в своей профессии. И тоже сейчас достаточно много работаю с аналитиками, с тем, чтобы объяснить им, как можно в этом суровом мире себя поддерживать, развивать, растить, куда можно из этого перемещаться, ну и в частности в сторону там, технического, продуктового менеджмента. И в последнее время еще немножко увлекся всякими нейросетями, вайп-кодю, делаю там всякие фишки с помощью AI, текстом, картинками и со всем остальным. В общем, экспериментирую активно. И тоже буду немножко делиться сегодня своим опытом. Ну что ж, начинаем? Так, в целом, да, чего у нас с рынком труда? Рынок труда, как это, хочется сначала вас напугать, но на самом деле нет, пугать не будем. Факт в том, что действительно в пандемию был бум айтишных специальностей. Пандемия, господи, как давно это уже было, да, кажется. 5 лет почти прошло. И, соответственно,
Тогда очень много наняли людей, потом были вот эти посты замечательной девочки HR из, по-моему, из Меты, да, которая рассказывала, что она за год не провела ни одного технического собеседования, вот такая она молодец, все это время получала зарплату. И там чувака, который говорил, что он продакт-менеджер, и за 4 года он запустил в прод 7 задач всего лишь. Ну, то есть были люди, которые пользовались всей этой историей, но по факту сейчас компании начинают считать денежки, компании начинают сокращать людей. Действительно, это так. Уже достаточно давно этот тренд, больше года, действует на Западе. И сейчас докатывается и до России в том числе. Плюс наша чудесная история с яишечкой, которая начинает забирать наши рабочие места. На самом деле она забирает их только у тех, кто не хочет там думать головой. Вот кто не хочет думать головой, он под степенью риска. Если вы думаете головой, то вполне нормально эта штука работает, она помогает вам наоборот вырасти. Но джунам, конечно, тяжело входить теперь в профессию, и это факт. Проекты закрываются, часть там кода заменяется яишечкой, часть кода просто закрывается, потому что не оптимальная. И ну вот я искал не так давно работу, да, это было в первый день, ты смотришь, такая интересная какая-нибудь вакансия, больше 100 плюс аппликантов на LinkedIn. Ну, то есть это факт, оно действительно так. Да, А, на Хакару, наверное, вообще просто тысячами измеряется. Мне иногда скидывали менте какие-то скриншоты, типа, мне нравится вакансия, но есть ли у меня шансы, а там типа 1200 откликов. Вот, и мы там искали всякие альтернативные источники. Ну и, конечно, да, то есть как это там было раньше, мне кажется, когда какой-нибудь разработчик мог закинуть резюме, и там HR вчитывается, а что он делал, а подходит ли он им, если что, да, обучим. То есть сейчас, конечно, нет, надо прям соответствовать требованиям. Ну, просто по-другому искать, чуть больше вкладываться. ну, в целом я могу сказать, да, опять же, это небольшой спойлер к моей истории, что я нашел работу где-то там за 1,5 месяца. В Европе, где как будто бы вот прям засада и работы особо нет. Да? Ну, то есть главное к этому подойти, в общем-то, с головой. Про мифы, которые сейчас и заменит там всех программистов, ну, можно программистов зачеркнуть, аналитиков, тестировщиков, вот, продуктов. Тут недавно как раз Ваня делал свой эфир, почему продуктов не заменит и Ваня замесит в смысле. И по факту оно усилит. То есть тех, кто будет его использовать, оно усилит. И да, те, кто будут с головой и с ИИ, победят тех, кто только с головой. Как это, добрым словом и пистолетом можно сделать больше, чем только добрым словом. Насчет того, что без опыта невозможно найти работу. Вот тут важный момент, и это действительно усложняется, но компании ищут людей с потенциалом, поэтому придется туда заходить. Да, возможно, через какие-то стажировки, презентации, умение себя показать, но все равно зайти даже без опыта можно. Просто подходить к этому тоже нужно немножко по-другому. Ну и удаленка исчезает. Я работаю в, как это, remote first компании. Ничего никуда не исчезает. Хотя надо признать, что многие компании, которые в пандемии перевели сотрудников на удаленку, действительно их возвращают. Но это связано в первую очередь с налоговыми преференциями. Потому что власти штатов на них давят, потому что люди не ходят в офисы простаивают, они им убирают налоговые преференции. Компании такие, стоп, верните, пожалуйста, преференции, а мы вернем людей в офис, чтобы там экономика сходилась, и вот это все. Вот. Марина, есть что добавить по этому слайду? Да, в целом нет. Я думаю, все понятно. Окей, погнали дальше. Ну что, теперь я Да, передаю тебе слово. давай, это я люблю, это мне надо. Про стратегию поиска. Конечно, да, как Кеша уже сказал, действительно, рынок поменялся, стало сложнее, но, собственно, что с этим всем делать? И сейчас расскажу. Если правильно все настроить, то все реально. Вот, как сказал Кеша, за 1,5 месяца даже на рынке Европы а, можно найти. Соответственно, очень важно начать не с того, что там многие как делают, вроде резюме чуть-чуть обновили, несколько хаотичных откликов сделали, что-то там руки подопустили, времени нет. Это особенно те, кто, конечно, не активно ищут, а параллельно работе. А, Очень важно вначале сделать анализ рынка, то есть прям посмотреть внимательно вакансии, которые вам нужны,
вакансий, которые вам интересны, что они требуют, что там, какие требования, какие навыки, что там они пишут и так далее. Выбрать прям набор себе таких вакансий. Далее можно с ChatGPT проанализировать, а вот какие из этих требований повторяются, и и на основе этого уже делать резюме, чтобы оно было как бы не в молоко общее, а такое прицельное с конкретными навыками, знаниями и ключевыми словами, которые ищут на рынке. Вот. Дальше, когда классное резюме сделали, отдельно у меня будет большой слайд, как его все-таки сделать, как красиво упаковаться и так далее. На этом сейчас останавливаться не буду. Когда его сделали, там с достижениями все красиво, все равно важно, особенно на какие-то важные целевые вакансии, его немножечко адаптировать под АТС-системы. Вот. Как минимум нужно иметь там два-три резюме чуть-чуть с разными заголовками, немножко с разным описанием в зависимости от интересующих вас сфер. Это, ну, базовый минимум. А роскошный максимум — это на каждую вакансию делать небольшие адаптации в разделе заголовков, в разделе навыков, в разделе summary и, может, там чуть-чуть даже в достижениях. Вот. И обязательно делать сопроводительные письма, такие более персональные для вакансий. Тоже какая будет структура хорошая письма, я покажу отдельно. Вот. Но делать нужно, писать нужно. Их HR смотрят, для них это показатель вашей вовлеченности, заинтересованности. Опять же, если там резюме где-то не идеально адаптировали или что-то не совсем, в cover letter можно прям четко вот показать, что вот вы прям подходите, вот прям ну, вот тот, кого ищут эти люди. Вот. Для адаптации можно в целом использовать нейросети. У меня есть Telegram-бот, потом я в конце оставлю ссылку на свой Telegram-канал, там есть ссылки, или можете просто там личные контакты, я тоже поделюсь, который это все делает по нашей хорошей там, проверенной структуре, тоже все это адаптирует. Соответственно, это сильно ускоряет нам процесс, потому что, ну, конечно, немножко дольше получается с этими всеми адаптациями резюме, адаптациями cover letter, там, персональными для вакансий. Но вот такой рынок, вот так вот сейчас нам надо, чтобы было эффективно, но, опять же, это можно там упростить себе и автоматизировать, чтобы это не отнимало много времени. Дальше. Отклики должны быть регулярными, как вот сейчас говорят ну, не сейчас говорят, в целом в среднем так на middle senior позиции сейчас конверсия из откликов в интервью 5%. Соответственно, интервью в офферы нам, получается, 10%, нам нужно набрать 10 интервью. Соответственно, чтобы набрать эти 10 интервью для одного оффера, нужно 200 откликов. А возможно, там, ну, офферов вам желательно понадобится несколько, чтобы выбрать прям хороший, который действительно вам понравится. Вот, соответственно, это 200 таких целевых откликов, и их, ну, там, быстро наскоком не набьешь. Это вот надо прям встраивать в привычку, в рутину, что вот как чистить зубы, ходить в спортзал и так далее, что каждый день лучше всего, ну или там сколько-то большое количество в неделю, вы железно откликаетесь. Это все ваша новая реальность, просто привычка, и к этому, знаете, надо относиться легче. Легче, спокойнее, потому что, ну, у меня много было менти, которые приходят, и вот у них прям уже какое-то вот выгорание, какая-то усталость, неприязнь, а ты, ну, спрашиваешь, сколько я делал откликов, там, покажи какой-то трекер, там получается, что, ну, не так уж и много на самом деле, вот, просто люди, ну, вот как-то очень эмоционально к этому относятся, каждую вакансию уже на себя примеряют, что вот как я туда хорошо подхожу, как я там буду работать, потом отказы воспринимаются болезненно, что вот чуть ли вот, ну, так это мне отказали, там, может быть, вообще они ни при чем, уже просто вакансия была там на финале или закрыли внутренним кандидатом, причин может быть множество, вот, ну и опять же с таким количеством конкуренции, с таким количеством откликов, отказы это тем более нормально, это просто часть процесса, соответственно, нужно к этому относиться спокойнее, что вот я делаю сегодня свои там 10 откликов в день или 20, я молодец, просто то, что откликнулся, отказываю, но это моя проксиметрика вообще того, что я куда-то двигаюсь, что мое резюме читают и так далее. На отказах, на самом деле, тоже можно много чего понять. Если они приходят в ту же секунду, это автоотказы, можно там резюме подрихтовать, и это что-то, что вот вы прям АТСки не проходите. Если там чуть позже пришли, особенно если прям очень не скоро пришли, может быть, это значит, что уже была там
вакансия, уже набрали необходимый пул кандидатов, и уже больше даже не смотрели вакансии, кликнули автореджект, когда человека нашли. Вот, потому что рекрутер, когда ищет, он там, ну, он понимает свою конверсию в кандидата, и вот он там наберет условно вот 30 подходящих кандидатов из начала списка, откликнувшихся, и с ними дальше работает. А остальные там, они висят, и у них ни отказ, ни приглашение, ничего, просто на случай, если что-то пойдет не так, вот буду их смотреть. Вот это как раз тоже, почему важно откликаться быстро, одним из первых. Вот у меня там будет дальше материал по LinkedIn в канале, можно будет посмотреть, там есть всякие лайфхаки, как найти в джоб-постах именно вот самые-самые свежие вакансии, которые опубликованы буквально за ближайший там час или день, и успеть откликнуться первым, чтобы попасть в этот первый пул. Вот, соответственно, вот такой у нас подход к откликам. И самое главное, ну вот просто спокойный, уверенный, что вы двигаетесь к цели, что вы идете вот шаг за шагом туда, куда хотите прийти, без там излишних каких-то переживаний, эмоций и так далее. Просто двигаемся, идем, все спокойно, все нормально, отказы у всех. Главное, уверенно идти, продолжать двигаться. Вот. И, ну, еще очень важный пункт, конечно, работа с нетворком. Очень важно использовать контакты. В первую очередь можно пройтись просто по знакомым. А что у вас там в компании? А нет ли у вас каких-нибудь вакансий? Вот я могу прийти к Кеше, Кеша прийти ко мне. Ну, мы с Кешей так бывшие коллеги. Но в целом, вот, если у вас куча знакомых наверняка из айтишки, можно у всех поспрашивать. Дальше видите классную вакансию, откликнулись, на этом не остановились, пошли в LinkedIn, нашли по названию компании по должности там рекрутера или вашего будущего возможного нанимающего, два-три человека, и написали им типа: ребята, вот я такой классный, посмотрите, можете ли вы меня зарефералить и так далее. Вот это все знают, ну не все, ну ладно, многие это знают. Очень мало кто это делает, даже ребята вот из моего опыта, кто приходили там и сеньоры, и лиды, и люди в подчинении у них есть, и 10 лет опыта есть, но как написать кому-то незнакомому, прям вот стесняются. Это ну, стесняться не нужно. Во-первых, даже если вам не ответят, ну и ничего страшного, никто не развалится, не разрушится, проверено. Во-вторых, это вин-вин для вас и для рекомендующего очень часто. У меня вот, например, в Феноме есть реферальная программа, мне заплатят, в принципе, 500 евро, если я кого-нибудь, если человек, который по моей рекомендации придет, устроиться на работу. Поэтому я вот рекомендую, например, всех с огромным удовольствием. И большинство моих коллег тоже, ну, если у человека резюме базово хорошее и в целом подходит. Вот, поэтому вы предлагаете, это абсолютно не что-то навязчивое, это, наоборот, классно, и для многих сотрудников это плюс. Собственно, вот такая информация. Как тебе, Кеша, если что добавить? Следовал ли ты этим всем рекомендациям? Слушай, ну, в целом, да, на самом деле я смотрел, может быть, супер глубокий анализ рынка я не проводил, потому что я так достаточно много его постоянно мониторил, но обратил внимание, что как только я начал адаптировать резюме под вакансии, стало больше откликов, но не больше моментов, когда ко мне возвращались с какой-то обратной связью. Cover letter. Слушай, я понял, что, во-первых, ну не везде, кстати, его просят, где-то оно прям обязательное, где-то оно опциональное, где-то просто нету поля. В этом случае, кстати, я могу рекомендовать, я просто делал cover letter отдельной страницей в файле с резюме. Тоже нормально работает. Вот. Мгм. Насчет регулярности откликов, это прям, вот насчет того, что раз в неделю, нет, вообще не работает. То есть ты раз в неделю заходишь, и ты на самом деле актуально только за вот последний день. Вот я смотрел реально каждый день, то есть я каждый день мониторил новые вот эти вакансии и подавался именно на свежие, потому что я просто сравнил. У меня процент того, когда мне отвечали на старые, был, ну, там какой-то мизерный, то есть там проценты, даже не десятки процентов, а вот с свежими вакансиями гораздо больше это было, да. И Мгм. вот тут, Да-да-да, в неделю это только для тех, кто так, ну, очень в пассивном режиме, мониторит рынок, своя работа в целом устраивает, но я посмотрю, а не предложат ли что-то лучше. В таком сетапе еще можно, но по сути, да, надо каждый день просто выделять время и как привычку себе мгм, внедрять. У нас тут есть несколько да. вопросов.
Да, насчет приведенные цифры, ну это, да, это, конечно, очень средние цифры для IT-отрасли. Вот, они точно для России актуальны, для Европы, если вы русскоязычный человек из России, они будут ниже, потому что все-таки, ну, есть какой-то ценз, не все готовы релоцировать, много где нужен очень хороший английский, много где нужен еще язык там конкретной страны, где вы работаете. Соответственно, вот такой план. Ну, про блокировку LinkedIn нам сейчас по закону нельзя рекомендовать никакие сервисы, как обходить. Ну вот, но если у вас уже есть профиль, то, в принципе, обойти можно. Вот, скажу так, но если нет LinkedIn, можно, ну, можно, наверное, попробовать в сетке, как вот сейчас у нас российский аналог строится. Вот, но я думаю, если прям сильно, ну, сильно хочется, Ну, да, то, да, да. то лучше LinkedIn. Ну, в смысле, попытаться все-таки просочиться. Опять же, зависит от ваших целей. Если вы ищете работу, ну, вот только в России и все, то, может быть, он вам будет не настолько актуален. Если в Европе, в международке, у меня просто ну, много ребят именно на международку настроены, ну, им, конечно, обязательно. Обязательно хороший профиль, обязательно хороший TCI-индекс по заполнению его. Гайд у меня по LinkedIn тоже в канале есть, я потом QR-код скину, все это есть. Вот, ну и, Я, соответственно, писать обязательно рефералом. слушай, я, наверное, в любом случае скажу, что LinkedIn будет полезно, потому что он заблокирован, но не запрещен. Это, да, не экстремистская сеть. Во-вторых, я могу сказать, что я мониторил, да, мониторю и до сих пор мониторю достаточно много вакансий, и достаточно часто я вижу, что даже русскоязычные вакансии в крупные сервисы публикуются, в том числе на LinkedIn. И это факт. То есть это все равно можно мониторить. Вот. Насчет нетворка. Я могу сказать, что у меня было два прекрасных момента, когда я просто докопался вот так вот до нанимающего. Это была компания, в которую я не устроился, но она занимается трансферами в горнолыжные курорты. Я написал, чуваки, я прям вообще обожаю горные лыжи, но я действительно обожаю горные лыжи, я вот прям немножко на этом сдвинутый, вот, но, то есть, чуваки, я обожаю горные лыжи, вот это все, я прям хочу вот, и мне ответили, и позвали на собеседование. Вот, это было нормально. И в другую компанию, в которую я прям подходил по параметрам, я докопался, как-то говорю, так, стоп, чуваки, я не понял. Я посмотрел свою вашу вакансию, посмотрел свое резюме, у меня матч 100%. Я написал прям рекрутеру, то есть я не понял, говорю. То есть я пойму, когда меня на другие вакансии не зовут, говорю, но здесь вам. В итоге мы с ними пообщались, но меня разочаровали тем, что слишком дорогим для них я оказался специалистом. Не готовы они были платить столько, сколько я хотел. Вот. Но факт, что в любом случае можно докопаться, можно прийти и добить. Да, Да. 100%, 100%. Это вообще классный сетап. Ну, вообще, надо как-то, мне кажется, к этому относиться вот легче. Вот многие как-то к этому, не знаю, с каким-то таким тяжелым сердцем, с тяжелым состоянием на это смотрят. Очень многие уже там в компаниях, знаешь, застревают уже, где давно пора расти, давно пора двигаться дальше, а вот настолько уже как-то прирос, потому что некомфортно. Некомфортно вот идти в этот поиск, в этот анбординг в новом месте, адаптацию. Но вот не надо. Вот я прям рекомендую как-то вот внутренне это перестроиться, что это вот движение к росту, движение к целям, к какому-то вот изменению к лучшему, что это вот можно экспериментировать как-то интересно. Вот, а я вот буду писать рефералом, как конверсия изменится в приглашение. А я вот попробую побольше откликаться там не на Хохору, а в телеграм-каналах. А что вот это мне даст? Вот как-то, вот знаете, с интересом, с драйвом. Вот если с таким настроением искать, вообще проверено гораздо лучше. Ищется гораздо быстрее результаты. Да, Это погнали дальше. продуктовый подход. Это продуктовый подход, Марин. Конечно, конечно. Тестируем гипотезы всегда, тут же обратно анализируем данные, ходи-циклы, вот это вот все применяем везде. Вот, еще нужно навыки продаж немножечко тоже нужны нам везде, на самопрезентации, на этом, Мгм. на собеседовании. Так, погнали дальше, в самую, так сказать, контентную часть мяса. Про резюме. Какое оно должно быть? Вот получается шаблон просто уже обкатанный на многих-многих мейте. А, что важно? Фотографию можно убрать. Всякие красивые форматирования, визуальные, кучу пунктиков, звездочки, миллион колонок и так далее. Все это убираем. АТС это не считывают. Соответственно, вот у всех должно быть вот такое вот краткое, лаконичное, хорошее резюме.
Даже если вы ищете только в России, и у вас в основном Хахару, все равно для телеграм-каналов, если откликнуться куда-то лично, для других джоббордов, чтобы просто HR могла ваше резюме подгрузить себе в систему. Обязательно это должна быть красивая, лаконичная PDF, которую потом всем удобно смотреть нанимающим менеджерам. Можете из нее там какие-то пункты достижения в Хахару перенести, пожалуйста. Да, вот сразу могу сказать про вопросы. Ожидаемая сумма зарплаты не нужна в резюме, потому что вам могут предложить сильно больше, чем вы ожидаете. Можете, наоборот, отсечь какую-то классную компанию по зарплате, а она предложит, я не знаю, релокацию, миллион плюшек, 13-ю зарплату и вообще ДМС и кучу всего. А, ну и просто иногда можно сходить на собес даже с компанией пониже ЗП, потренить собесы. Вот. Зачем себе резать эту воронку поиска? Не режем. Все вот эти вот готовность к командировкам, все вот эти вот хохорушные поля, все убираем. Мой шаблон берем. Я сразу скажу, у меня дальше будет QR-код, который на этот шаблон ведет. Его можно будет скачать, скопировать и так далее. Вот. При этом на Хахару это обязательное поле, и вы можете экспериментировать. Можете, например, сделать даже два, и там одно сделать с ЗП, другое без ЗП, посмотреть, где лучше будут отклики. Это все, опять же, эксперименты, ваша, так сказать, фантазия, как вы будете экспериментировать, как вы будете по-разному подходить. Но базовое резюме, которое вот вы будете отправлять как какой-то такой стандарт, ваша основа, оно, да, не должно включать зарплату. Вот, это, получается, отвечая на вопросы, быстро пройдусь. В шапке профиля имя, желаемая позиция. Вот ее как раз мы можем менять под вакансию, чтобы вот прям четко мэчиться в их ожидании. Страна, город, контакты красивые, читаемые, телефон, почта, такая профессиональная, актуальная, не с кучей символов, не с детскими именами, которые мы там давали смешные. Потом ссылка на LinkedIn, если вам актуально, особенно если международская и в целом очень желательно такую тоже хорошую, читабельную, чтобы куча символов, там можно в настройках сделать красивый URL. Вот. И Telegram сейчас вот особенно на российском рынке очень приветствуется Telegram, на международном не обязательно, смотря на какие вакансии откликаетесь. Если с русскоязычными фаундерами, где много русских ребят, тоже можно Telegram с ссылочкой. Вот. Дальше идет summary. Вот summary, оно вот должно быть, супер продающим, таким вкусным, чтобы вы смотрели на него сами, во-первых, гордились, какой вы офигенный специалист, и сразу себе хотели плюс 50 как ЗП просить, или 100, или, короче, неважно. Чтобы вот HR тоже прочитал и понял, что за человек, звезда, иди вообще, вау, надо брать. И тут, конечно, ним надо прям иногда посидеть, постараться, но чтобы там и опыт был красиво описан, и вот где у вас опыт, в каких сферах, в каких продуктах, можно пару-тройку ярких красочных достижений с цифрами мощных. Вот прям самая-самая выжимка, самый сок. Дальше идет опыт работы. По порядку чаще всего от нового к старому, более релевантного к менее. Есть нюансы, если у вас какие-то пропуски, если у вас там большие перерывы, можно сделать от более релевантного к менее релевантному, это там чуть-чуть другой тип описания опыта. Можно личные проекты вписать как опыт, какие-то вот ваши, там, что вы лично делали, описать это, что вот я продакт в собственном стартапе была, а вот я там маркетолог в собственном там блоге развивала, вот прям вот вашу же профессию, но вот что где-то в собственном проекте, и так далее. Либо, если вы обучались, то вот в каком-то обучающем проекте. Вот, если есть у вас какие-то такие нестандартные ситуации, пишите в чат, мы их там потом на разборе вопросов прям разберем, а как тогда лучше оформить опыт, в какой последовательности. Вот, дальше получается структура описания. Это компания, роль, кратко, период, сколько вы там работали, и кратко о компании. Потому что компания может, HR может не понять, что у вас там контур, какой-нибудь индекс, инкод, это вообще что такое, какая-то рога и копыта для них будет. А вот если вы опишете, что там-то вот столько было клиентов, и это ведущий, поставщик того-то, того-то, это уже будет понятнее. Если вы расскажете сферу, во-первых, HR сможет понять, ух ты, да это же та же сфера, что у нас. Если вы скажете, сколько было клиентов, сколько было, там, не знаю, денег, выручки, какие-то красивые цифры, они поймут, что ух ты, в крутой компании работал, наверное, к нам тоже надо позвать. Поэтому обязательно краткое описание компании. Если большая компания типа Big Tech, то можно описание продукта.
здесь. И дальше идет, да, про период сказала, краткое описание деятельности сказала. Дальше идут пункты достижений. Про достижения на отдельном слайде расскажу, там отдельная история. А, вот, сейчас получается дальше, если посмотреть, то у нас, кстати, если вы в одной компании меняли роли, то можно прям так и описать, что вот одна компания, у меня тут есть как раз пример в индексе, да, у меня в шаблоне, что человек был technical team lead, а стал product. И можно, да, это я, конечно, на основе своего опыта писала, но в целом там вот вы были там, не знаю, middle, а стали лидом, не надо писать, что вот вы все были только лидом и сокращать себе резюме. Расскажите свой карьерный путь, что вот вы там такие-то достижения сделали, там поменьше кратенько, и вот зато вас повысили, вас заметили, вот, потому что этот внутри компании рост, это тоже очень важно, отдельным пунктиком расписали, что вот, например, стали лидом, и дальше, и тут уже достижений побольше. Вот, ну, понятно, что на менее релевантные вакансии, роли, позиции уже очень кратенько. Вот там, что делал, что сделал. Можно там, если совсем нерелевантно, даже без достижений, просто, ну, вот чем занимался, откуда пришел. Вот, дальше навыки. Навыки hard skills в основном, библиотеки, фреймворки, языки программирования, иностранные языки и так далее. Софт-скиллы не особо рекомендую, в основном их надо понимать уже из ваших достижений, что вы там или команды лидили, что-то достигали и так далее. И важно менеджмент обязательно, управление командой, вот это вот все там, инструменты, не инструменты. И важно это все на основе анализа рынка. Не просто так, как вот вы своими словами это хотите сформулировать, а прям потратить чуть больше времени, посмотрите, как это пишут работодатели, и добавьте. Ну, а лучший уровень, самый замечательный, это, конечно, под каждую вакансию потом эти навыки чуть-чуть адаптировать, чтобы они были прям слово в слово, ключевик в ключевик. То, что в вакансии написано, то и пишем, чтобы прям ну, четко пройти АТС-проверки, и HR сразу глазами зацепилась, что вот прям все было понятно. Дальше все понятно. Образование от более свежих, можно более старых, можно, наоборот, от вышки, от самого базового, наоборот, дальше идти к всяким магистратурам и курсам. Вот, можно отдельно разделить на курсы и на институт, можно объединить. Вот, там, ну, тоже просто кратко, срок, вуз и так далее. Ниже дополнительные сведения, то, что он просто может вас выделить как-то еще, просто что-то дополнительное, что никуда не подходит, но вы молодец. Всякие конкурсы, спикерство, конференции, личные проекты, волонтерство. Вот это все можно аккуратненько добавить в дополнительно. Да, давай дальше про достижения. Хочу еще рассказать, прям Давай, важно. давай чуть-чуть остановимся на вопросах. Мгм. Просто здесь есть вообще скиллы рекомендуют вроде писать в начале, а не в конце. Вот я, кстати, тоже, у меня тоже скиллы написаны в начале в моем резюме. Да, вот это, кстати, хороший вариант, что на самом деле можно и так, и так. Тут прям, ну, такого жесткого завязки нет. А, я все-таки, ну, вот из моего опыта, если уже сеньор и мощные достижения есть, то больше тебя продают сеньор, middle, больше продают достижения и больше продают уже компании. Если джун, ну или там джун плюс, начало медла, то да, можно поставить наверх навыки, даже более того, джуну очень рекомендую поставить наверх навыки, чтобы сразу было видно, а что вы такого делали, ну, потому что, наоборот, опыт менее вас продаст и красиво покажет. Но у меня, кстати, я могу сказать, что у меня, наверное, в основном именно какие-то достижения прописаны больше, чем навыки в начале. То есть там ключевые key skills — это, допустим, продуктовая стратегия, выстроил там стратегию такого-то продукта. То есть оно вот в таком формате у меня написано. Мгм. О. Мгм. Там есть еще вопрос про зарплаты. Все-таки как делать? Ну, то есть Юрий пишет, что некоторые HR вообще не смотрят резюме без зарплат. Мгм. Ну, я, помню, этот вопрос более-менее ответила, да, насчет того, что можно экспериментировать на ха-ха, ну, в том плане, что я думаю, тут, скорее всего, имеется в виду ха-ха, если нет, подправьте меня в чатике. А, И поэкспериментировать, два разных резюме там выставить, посмотреть, на какое там больше будет приглашений и так далее. В принципе, там можно сделать несколько, вот можно базовое резюме, а, которое
на которые вас HR смотрят, находят, в принципе, можете попробовать поставить с зарплатой, ну и посмотреть, где будет больше приглашений. Мне все-таки кажется, что без зарплаты, по моему опыту, по опыту моих менти, лучше. Ну, больше HR приходит, больше запросов. Вот, когда откликаетесь, ну, тогда, соответственно, если ну, надо будет еще, опять же, проверять мэйдж зарплат с вакансиями. Вот, в общем, не слишком я их рекомендую. Поэкспериментировать можно, но осторожно, особенно на вакансии, где зарплата не указана, потому что можно пролететь, если будет слишком низкая, она скажет, ой, да, наверное, какой-то там джун, опыта недостаточно, что-то подозрительно. Если слишком высокая, тоже отсеять, соответственно, вы какой-то вот себе узенький диапазон выбираете, когда на самом деле там все negotiable, все можно было обсудить, обо всем можно было договориться, и гораздо лучше это, конечно, уже вживую обсуждать. Вот, и как раз плавно перетекает к следующему вопросу, а как же лучше говорить о ЗП на собеседованиях? Лучше всего дождаться прямого вопроса HR, потому что чаще всего они его задают. Вот, и вообще есть такая, ну, мнение распространенное на рынке, что кто первый цену назвал, тот и проиграл, потому что уже назвал какой-то крючок, от которого другой начнет отталкиваться, начнет там, может быть, ее занижать и так далее. Поэтому очень часто в целом опытные кандидаты начинается вот это перекидывание мячика, типа, а какая у вас зарплатное ожидание? Ой, да я вот, ну, так смотрю пока на рынок, а какая у вас зарплатная вилка? И вот начали мячиками перекидываться, кто первый устанет. А, вот, я иногда, ну, говорю сразу прямо зарплатный рейндж, чтобы отсеять уже тех, у кого уж он совсем низкий. Вот, если у меня есть подозрение, что у компании он может быть сильно низкий. Если я понимаю, что компания классная, мощная, то как раз долго пытаюсь у них выскрести эту вилку и уже понять, потому что, ну, у меня, например, в моем прошлом поиске, у меня был только опыт в России, я искала в международке, я, видимо, себя что-то сильно занижала, и у меня вот прям были эти моменты, когда я называю свой зарплатный рейндж, и лицо HR такое, типа, ну, короче, я занижала свой этот, и вот прям у нее был как-то на каком-то моменте ответ, что-то вроде «Да, это прекрасно входит в нашу зарплатную вилку». Ну, типа, я понимала, что я назвала что-то, ну, на дне зарплатной вилки, вот, и как бы зачем? Я после этого такая, так, меняем стратегию, намного больше называем, вот, потому что, ну, сильно разнятся. Там какая-нибудь маленькая компания может чуть-чуть предложить такому же специалисту, а побольше может гораздо больше Слушай, а можно я предложить. тут чуть-чуть влезу? На самом деле я могу сказать, что зачастую вы можете поанализировать, сколько вообще на подобных вакансиях предлагают, потому что Мгм. некоторые работодатели указывают зарплату. Плюс Мгм. я обычно говорю, что у меня есть некая минимальная сумма, за которую вот я готов. Обычно это я беру свою текущую зарплату и закидываю там 5%, допустим. И говорю, вот это Мгм. вот мой минимум, но дальше там давайте обсуждать, чем мы как вообще можем предложить. И дальше вот идет уже какой-то диалог. То есть если вариантов выяснить вилку у работодателя нету, то вот я поступаю обычно так. Я тоже говорю минимум, но это на самом деле ни разу не минимум. Я все равно называю его таким приличным, чтобы если они там начали такие, ну вот у нас чуть-чуть меньше, я такая, ну ладно, потому что на самом деле я чуть-чуть тоже преувеличила. Вот, да, минимально комфортно тоже Да, да, ок. да. Мгм. Да, насчет того, что делать, если перечисление доп. Образования — это 2 страницы. Ну, сразу скажу, я тут вас, возможно, пугала уж прям супер сжатым шаблоном. В целом 2 страницы ок, особенно для сеньоров, медлов, вот как бы две. Но в целом в 2 страницы у всех все должно уместиться. Возможно, вы говорите про доп. Образование 2 страницы, вот хохорушных. Мне тоже недавно вот у нас на потоке последнем по поиску работы э, девушка прислала ну, резюме такое, чуть-чуть с хохору его адаптировала, и там прям реально по-моему, 1,5 страницы, вот куча курсов, конкурсов, в общем, всего, что она изучала. Очень много. Вот. Мы потом его переоформили в года, то есть 2025 двоеточие такие-то, 2024 такие-то, нерелевантные убрали, релевантные подчеркнули более, как бы, наоборот, даже красиво, конкретно. Вот, ну и, соответственно, какие-то прям супер большие подробности тут работодателю не нужны, скорее вот прям такие ключевые фразы, что вы закончили. Можно ссылку на сертификат приложить, если кому-то будут интересны подробности. Вот. В целом, ну, в любом случае, это уже будет в конце резюме, и, ну, даже если там чуть побольше вылезет эта часть, ну, ладно, тоже приемлемо. Вот, но лучше так немножечко подсократить, конечно, не 2 страницы, а 2 страницы должно быть резюме само. Мгм. Вот, На самом резюме. деле, да, Мгм. я сейчас влезу чуть-чуть. На самом деле с образованием лучше просто оставить самое свежее и релевантное. Если у вас действительно вот 2 страницы, оставьте там вот то, что касается текущей вакансии, максимально подходит в этот контекст.
и получено там максимально вот близко к текущему моменту. Потому что из серии там какие-то курсы по менеджменту 2008 года, ну, сейчас, кажется, будут уже не очень актуальные серии. Ну, понятно, что я утрирую, конечно, но Да, да, согласна. а, Так, дальше у нас тут как составить слушай, резюме на Джунай, я, да? я предлагаю вот эти вот два вопроса. Тут есть вопрос как раз от Альберта и от Марии, которые про переформатировать свой опыт составить. Я предлагаю их вопросы на самом деле не тривиальные. На них есть как Мгм. это быстрый ответ и более понятный. Поэтому я предлагаю эти вопросы немножечко отнести в конец нашей дискуссии в Q&A, потому что мы уже сейчас так достаточно много ушли по вопросам. Мы на них обязательно ответим, но просто ближе к концу. Хорошо, ребят? Мы сейчас просто пойдем чуть-чуть дальше по презентации. Возможно, на какую-то часть вы найдете, кстати, это шаблон. Так, а где ты Да-да-да, про вот достижения следующее. говорил? Вот тут, да, как раз и Все. достижения, как отразить достижения в резюме. Вот как раз, возможно, вопрос Марии будет хорошо покрыт этим слайдом, потому что я тут буду рассказывать. Сразу скажу, QR-код– это вот как раз ссылка на этот шаблон, ну, там пост, еще раз все это закрепить чуть более подробно про каждый пункт резюме и тоже там более подробно про достижения. И там внутри есть ссылочка на скачивание шаблона, можно скопировать и заполнить своими данными. Вот, вы пока сканируйте, я про достижения расскажу. Соответственно, в достижениях очень важно, чтобы было 3 пункта. Как вот говорят, формула X, Y, Z выполнил, то есть что достигли, в чем измерили, то есть конкретная цифра, и благодаря чему. Вот. Соответственно, как это поделать? У вас очень часто в задачах просто было благодаря чему? Вот то, что тут буква Z. Там я делал дизайны, писал код, там, не знаю, строила, развивала продукт вот такой-то, там, закрывала спринты, ну, то есть вот в целом что делала, управляла командой. Ну, то есть это все неплохо, но это просто задача, то есть что вы делали. Вот, тут очень важно, что это принесло. Вот, тут это, да, не супер тривиальная задача. Сначала может показаться, что, ну, вот писала код и писала, ну, что принесло, новые задачки принесло, но нет, надо подумать прям вот для чего ваш работодатель вас нанял. Если бы никаких циферных вот прям показателей достижений бы не было, если бы вы ничего не приносили, он бы вас не нанял или бы уволил. Поэтому точно что-то есть, и вот как раз за это и надо цепляться. Если, ну, то есть в идеале, соответственно, мы там добавляем что-то, что, например, я там улучшал продукт и повысилась конверсия. Я там писал код и сократил количество багов или выпустил такой-то продукт в такой-то срок, который потом можно у продукта где-нибудь там или у менеджеров, которые у вас есть в компании, подсмотреть метрики. Они их по-любому где-то рассказывают, публикуют и так далее. Именно поэтому как раз советую всегда наготове и вот всегда держать упакованное резюме, даже если в компании у вас все устраивает, все это можно упаковать. Вот. И дальше Y– это цифра, то есть чтобы уже там не просто это повысило конверсию, не просто вы смогли там описать, а вот конкретно, что это принесло компании в итоге. То есть вот вы что-то делали, вы там, например, проанализировали какие-то данные, вы там описали, и благодаря этому компания запустила продукт или там новую фичу или новый функционал, которая там привлекла столько-то тысяч пользователей. Вы в целом, ну там, опять же, я тут подсматриваю вопрос как раз пример системного аналитика. Знаете, там цифры чаще всего, а сколько же пользователей принесло, а сколько пользуются, вся эта аналитика у вас есть. Соответственно, оформляем. И тут вот надо прям не стесняться. Вот даже если вы просто участвовали, и это все, там вы делали команды, вот не надо скромненько, там принимал участие в разработке. Нет, разработал, вот, значит, составил требования к функциональности, которую запустили, и там вот сотни пользователей, вот все благодаря мне, вот прям синдром самозванца отключаем, все достижения присваиваем, очень мощно. Слушай, это, кстати, самая большая проблема, особенно вот, ну, на постсоветском пространстве, вот это присваивание достижений себе. То есть есть такая проблема у руководителей еще зачастую, но прям даже у сотрудников тоже бывает, что прям я не понимаю, какой мой вклад. Поэтому вы берете то, что сделала команда, и формально вы присваиваете это себе, потому что есть люди, которые делают еще наглее, они присваивают себе даже то, что достигла не их команда, и они устраиваются на более высокооплачиваемую работу. Я никоим образом не советую так делать. Это вот эти всякие волки, эти, как они там, осознанная меркантильность, это вот вообще не надо, это не про нас. Но если вы реально принимали участие, вот пример, да, Никита, вопрос про системного аналитика. Что делали? Запустили какую-то опишку. Ну, вроде, да, какая-то хрень. Но
Вы разработали сервис для какого-то бизнес-процесса, благодаря которому, ну, скорее всего, вы сократили какие-то либо затраты, либо сократили, то есть какое-то рабочее время, которое тратится сотрудниками, либо какие-то пользователи стали лучше приходить, стало им удобнее. Либо разработчики выполнили благодаря вашему описанию фичу в 2 раза быстрее. Но вот какие-то такие вещи все равно вы можете придумать. Я могу сказать еще один важный момент, что когда вы начинаете в подобном формате думать про свою работу, вам потом даже с текущим работодателем будет проще приходить на зарплатные переговоры. То есть обосновать своему текущему работодателю свою ценность, свою нужность и вообще, почему мне надо платить теперь на 20% больше. А потому что я вот смотри, раз, два, три, четыре, пять, молодец. Да, 100%. Вот это вот присваивание достижений, оно везде работает, и вот прям нужно научиться а, этому это все делать. Так, ну вроде бы раз писали, ответили на вопросы, соответственно, вот можно отсканировать QR-код, там, если что, поставьте плюсики, все ли хорошо, открывается, не открывается. Вот, у меня там вообще в канале очень много материалов про поиск, сейчас внизу вообще большая-большая подборка, все, что там есть. Вот, Что я сделал? можете... Ой, раскрыл. Я что-то не то сделал, да. Да-да-да. Поэтому залетайте, вот, как раз там внизу просто подборка, где все-все-все, и LinkedIn, и все на свете. Вот, буду вам рада в целом на канале, постоянно обновляю эту подборку и про международную работу, и вообще про ситуацию на рынке. Вот, так что заходите. А мы давайте погнали дальше. Про cover letter. Буду ускоряться, просто кратко расскажу. 3 пункта. Summary — это, в принципе, почти то же самое, что у вас в summary резюме. Вот прям самое вкусное, самое продающее, сколько лет, все ли здорово. Вот, соответственно, мощно, красиво рассказываем, продаем опыт, соответственно, уже прям больше под вакансию. То есть, если там пишут, что условно delivery manager вместо product manager, так и пишем там delivery manager с опытом столько-то лет. Если, ну, системный аналитик, там тоже вот такой-то, такой-то. То есть все уже под вакансию. Дальше, второй абзац — это целевое описание достижений или опыта. Это тоже как бы какие-то кусочки, самые яркие, самые вкусные из того, что вы уже делали в резюме, но при этом вот надо это описать таким образом, используя такие ключевые слова, что они хотят в вакансии. Вот они хотят управления командой, значит, вы пишете, вот под моим управлял командой, и мы запустили то-то, то-то, привлекли столько-то пользователей, заработали столько-то денег. Соответственно, прям внимательно читаем вакансию, выбираем 3-4 требования. Вот. И в конце мотивация. Мотивация, сейчас вот то, что я расскажу, будет также применима и на созвонах с HR. Это чем привлекла вакансия компания. Вот как Кеша классно сделал про лыжи. Чаще всего вот из лучше всего заходит, что вам очень нравится продукт или вам очень интересна сфера в целом. Вот, что либо там этот продукт классный, вы ежедневно пользуетесь, вы его знаете, вам он нравится, хотите вообще в этом всем участвовать, в контрибьюте и так далее, либо индустрия в целом. Вот AI — это вперед, это инновации, медтех — это помощь людям, эдтех — это вот я очень люблю образование, финтех обожаю, все про сферы, что вот это вот прям моя целевая сфера, и именно вот я-то в ней, у меня в ней столько опыта, поэтому я туда хочу. Это две таких, ну, самых лучших штуки в мотивации. Если прям не то, не то, никак, можно еще попробовать карьерный вызов, что мне вот очень нравится ваш что хочу именно на эту роль, на эту позицию, для меня это там классно, ну, я это могу классно законтрибьютить, классно сделать, или команда, если вы смотрите соцсети кого-то из команды, или вы знаете кого-то лично, что-то вам очень нравится, команда, люди, читаете канал вашего лида отдела или там вашего фаундера смотрел, вот тоже можно такой заход Мгм. сделать. Соответственно, про cover letter тоже маленький QR-кодик в уголочке я оставила, что у меня есть, конечно же, пост про cover letter подробный, как это все писать, с кучей примеров. Вот, кому интересно. И, опять же, cover letter можно очень, очень классно это все сократить. У кого просто чат GPT, можно с помощью чат GPT. Кому интересен будет наш бот, там у нас уже вот эта вот вся правильная, хорошая структура, сразу вся зашита, вы туда только вакансию кидаете, или он сам будет вам присылать вакансии вам релевантные, и вам это все сразу этот сопроводительное сгенерится под вакансию четко, правильно, как надо, вот по этой структуре. Вот, соответственно, сопроводиловки обязательно делаем. Как ускорить, рассказала. Погнали дальше.
Да, я сразу отвечу на комментарий Юрия по поводу того, что потенциальный работодатель понимает, что цифры взяты с потолка. Нет, с потолка не надо никогда брать цифры, это серьезно, потому что вы их не сможете обосновать. Вы можете, если прям у вас нет конкретно цифр ваших, ну, посмотрите бенчмарки хотя бы средние какие-то по индустрии, по каким-то вещам. Обязательно цифры должны быть реалистичные. И опять же, поймите, что если вы этого не напишете, работодатель все равно на 10 разделит то, что у вас написано в резюме, и вы будете выглядеть совсем куцо. Ну, то есть здесь факт, да, что это правила индустрии такие, вы должны себя красиво описать и продать. Да, да, А, тут я прям чувствую в чате многих сопротивление на да. достижения. Но да, реально, ну то есть почему с потолка? И компания росла как-то, выживала, какие-то пользователи же приходили, фичами же кто-то пользовался, вот это вот все надо оцифровать и показать. Вот, соответственно, Мгм. ну, если уж прям совсем, ну, никак, ну, вот вы во внутренней админке что-то делали, там было 1,5 землекопа, но можно как-то оцифровать там другие навыки, но это, я говорю, это уже худший случай, на самом деле лучше все-таки построить более такие бизнес-метрики, ну, можно оцифровать там, а сколько там задач вы закрывали, а за сколько времени вы там что-то запустили, что вот какой-то вот вашу скорость, а с какими там людьми вы управляли или там кем конкретно, или там какие вот там сложные функционалы вы сделали и как это там оптимизировало количество багов, обращений в саппорт. Можно же это все в плане экономии сделать, что вот человека часы какие-то сэкономили, что вот что-то автоматизировали, значит, человека часы сэкономили, значит, опять же, это все можно потихонечку и в деньги привести. Вот, то есть все как бы правда, но очень-очень-очень красивое. Вот, и Да. потом, да, надо прям уверенно про это все и рассказывать. И А, самое главное, можно я сейчас добавлю еще, если мгм. вы понимаете, что у вас прям вообще ничего про это нет, это, наверное, повод задуматься, как это, семиметровая статуя Зевса, да, что же я делаю со своей жизнью, как говорится. То есть это повод задуматься и, возможно, начать какие-то свои метрики измерять, трекать и проверять. Это тоже, ну, вот момент, который, о котором стоит задуматься, если вы хотите, ну, к сожалению, даже сейчас стабильную карьеру, я не говорю вот прорывную карьеру вверх, просто стабильную карьеру в текущем месте, ну, надо уметь себя защищать и продавать. Это факт. Ну да, и опять же для роста, ну то есть если прям уже есть понимание, что условно прошел год, а вам нечего написать в достижения в резюме, вы никак не выросли ни в должности, ни в зарплате, ни в навыках, ни в ответственности, то ну а на том ли вы месте? А точно ли вам нужно вообще здесь оставаться? Точно ли вам нужно продолжать делать то, что вы делаете, или нужно, ну да, что-то поменять? Вот. Про ограничения на сопроводительное письмо Юлия спрашивает. Соответственно, 400 символов в целом достаточно, можно написать прям кратенько. То есть summary, прям короткий абзац, самый вот сок, что вот продакт менеджер с такими, со столькими-то годами опыта, с опытом там сфера компании, 10 лет там и какое-нибудь коротенькое, ну вот, собственно, все. Во втором абзаце кратко самое мощное, самое красивое продающее достижение, там буквально пару предложений можно. И в мотивации там очень нравится ваш продукт, пользуюсь им каждый день условно. Или там всегда ищу конкретно эту тему. Вот, соответственно, это все в 400 символов классно уместится, просто все, ну, то есть все три этих пункта по структуре, но коротенько. Поехали дальше. Да, очень кратко про собесы. Первый пункт, самый главный, вот все можете забыть про собесы, но пусть запомнится это, надо готовиться. Вот, если прийти неподготовленным, ну, если вы, конечно, супер сеньор, супер лид и так далее, и, ну, супер уверены в себе, можете попробовать, но как бы зачем вам такие компании, в которых вообще ничего интересного у вас не спросят, подумать даже, напрячь извилины даже на резюме не придется, а будет ли вам там интересно, да, спрашивается. Надо тогда, наверное, и компанию ставить прям себе повыше цель. Вот, поэтому главное, готовимся. К скринингу с HR. Посмотрели обязательно информацию о компании. Заранее уже знаем, что, куда идем, куда хотим прийти. Очень важно иметь хорошую, красивую самопрезентацию. Опять же, продающую, опять же, вкусную. Можно чуть-чуть нарезать из резюме. Очень желательно уже ее несколько раз прорепетировать. Если запишете на видео и пересмотрите, вообще лайк, респект. Мало кто так делает. Вы сделаете, уже будете на голову выше всех кандидатов. А, Соответственно, классно, красиво рассказать о себе, что вот там свой опыт, вот я работал до этого вот тем-то, но я понял, что я хочу вот туда, сменил вот там, например, сферу, или там хочу вот это, какие классные достижения сделал, все вот так вот быстренько от начала до конца рассказали, очень красиво, очень продающе, чтобы сразу у работодателя минимум было вопросов про вашу карьеру.
Особенно если есть там всякие там перерывы, или, может быть, там, например, было какие-то сокращения, увольнения, и вы хотите это проскочить, лучше не дожидаться, когда вам это зададут вопросом, а самим красиво это все рассказать. И вот лучше, так сказать, инициатива на вашей стороне, классная самопрезентация. Опять же, уверенность в себе, продажи себя, присвоение опыта, не стесняемся, вот это все то же самое. Важно рассказать, почему хотите уйти или ушли с текущего места работы. Работодателя никогда не негатив никакой не говорим, говорим позитивно, хотим роста, хотим развития, хотим новую сферу, хотим международку, релокацию, бигтех, вот что-то такое, в общем, роста и развития. Вот. Соответственно, мотивация присоединиться к этой компании. Опять же, покажите обязательно, что вы уже по компанию посмотрели, что это для вас не просто рандомное место, лишь бы куда, а вот вы именно к ним хотите, правда, правда. Ну и вопросы компании тоже надо подготовить сразу хорошие, красивые. Дальше, hard skills. Опять же, ну что, ну мы готовимся. Если программист, то на лид-коде решаем задачки. Если продукт, то продуктовые кейсы. Смотрим с GPT, прогоняем. Или на сайтах смотрим примеры. Это все можно нарешать. Сколько красных машин проезжает у нас в Москве за 3 часа. И ничего страшного, все можно нагуглить и подготовиться. Демонстрацию фигмы дизайнерам, все что угодно. Вот. И надо проходить побольше интервью, чтобы это уже все у вас не вызывало стресс. И вот опять же в тему того, что даже если, может быть, зарплата низкая и так далее, компания не целевая, а вы все равно сходите, вы все равно пообщаетесь, пройдите, посмотрите, что там спрашивают, потренируйтесь, и потом в целевую компанию мечты вы уже с гораздо большими шансами пройдете, уже гораздо лучше у вас будет конверсия, потому что вы опытный, подготовленный кандидат. Самый лучший. Поведенческое интервью, то, ну, оно же интервью на soft skills, нужно иметь заготовленные истории. Самый успешный проект, самый сложный проект, чем гордитесь, какой был провал, какой был конфликт, всякие вот распространенные в вашей сфере проблемные ситуации. Вот очень часто спрашивают там проектов, у вас сдвигается дедлайн, разработка говорит, все пропало, все поехало, что будешь делать? Или там пришел к тебе SEO с дурацкой фичей и саппорт с дурацкой фичей. Что выберешь, на какой стул сядешь? Вот эти все вопросы надо заранее подготовить, заранее придумать, вот, и рассказать красиво. Можно по методологии нашей любимой STAR, Situation, Action, вот это вот все, что, то есть, что было, что сделали, как решали, к чему это привело. Вот так вот красиво, ярко, чтобы прям запомнилось. И опять же, через все это себя продаем, что и конфликты вы здорово решали, и как вы классно все приоритизировали, и как вы здорово вообще всем этим управляли, все это красиво рассказали, презентовали. Ну и тестовые тоже все понятно. Иногда они раздражают, многие за них не берутся, что типа вот я еще буду бесплатно тут работать. Ну, на самом деле это неплохой способ пощупать вообще, как вам будет работаться в этой компании. Если там тестовое оформлено, сделай то, не знаю что, ну, наверное, вот такая компания будет с такими вот процессами. Вот, можно тогда, ну, да, уточнять что-то у них. Соответственно, ну, просто вот, а интересны ли вам вот такие задачи, которые они спрашивают, а вот готовы ли вы этим заниматься каждый день? То есть тут просто с точки зрения даже, ну, вот не только же вас выбирают, но и вы выбираете, ну, нравится вам это все или нет. И, конечно, да, делаем, как бы вы решали эту задачу в реальных условиях. Если какие-то ограничения, понятно, у вас там есть по срокам, по ресурсам, вы пишете, что вот в реальных условиях делал бы так. Ну, так как это тестовое, я вот поставил моковый JSON или там, а я тут, ну, для простоты будем считать, что эта гипотеза уже проверена на данных, ну, соответственно, как-то управляете, как вам нужно всей этой ситуацией. И обязательно используйте ИИ для ревью, для там, вот вы, например, какой-то черновик написали, а закиньте в ИИ, а как бы она это решала, а может быть, там чат GPT предложит что-то классное. Соответственно, тоже можно будет заиспользовать. И когда уже сделали финальное тестовое, несколько раз можно прогнать, ты сеньор, например, системный аналитик, ищешь себе в команду медла толкового, посмотри на это тестовое и найди все недостатки, скажи вообще, что не так. Он выведет кучу недостатков. Потом, а как же это улучшить, чтобы это все смотрелось как профессиональное тестовое системного аналитика? Он тоже все подскажет. Вот, соответственно, это тоже абсолютно нормально в текущих реалиях.
Тоже сейчас, наверное, может быть, кто-то с очень сильной совестью скажет, а что же это такое, как так можно? Можно, нужно, потому что, ну, мы уже в реалиях СИИ живем, мы уже, если вы там хотите быть в ногу со временем, его активно в работе используем, соответственно, вы и для рабочих задач тоже сможете его использовать и эффективно решать. Поэтому в тестовых сам Бог велел тоже показать, насколько эффективными вы можете быть и сами, плюс использование МИИшки, все вместе. Свои мозги плюс электронные. Ух, Да, вот, да, есть да, ли я тут чуть-чуть вопросы? докину. Да, я чуть-чуть докину, вопросов вроде нету. На самом деле про скрининг с HR хотел докинуть, что важно придумать заранее именно вот эту вот структуру самопрезентации, хотя бы если вы не хотите ее репетировать, окей, но вы накидаете себе хотя бы брифли там 5, 6, 7, 8 пунктов, о чем вы хотите рассказать, потому что вы можете немножко потеряться, как это, быть, ну, потерять нить рассуждения, растеряться и все. А так вы вернетесь к этим пунктам, и хотя бы у вас будет за что зацепиться глазками. Это нормально. И, кстати, с тестовыми заданиями я хотел тоже сказать, что я вообще противник тестовых заданий. И я объясню почему. Сейчас тестовые задания делаются либо по факту, чат GPT сделай нам тестовое задание, и в ответ чат GPT, сделай мне решение на это тестовое задание. Ну, такое себе. Единственный формат — это когда тестовое задание, человек приходит на собеседование с тестовым заданием и его защищает. Вот это нормально. То есть даже если он сделал его СИИ, он его расскажет и сделает. Но опять же, у меня была компания, которая мне сказала, типа, чувак, разработай-ка нам стратегию внедрения нашего продукта на 5 европейских рынках. Я такой, серьезно? Вот я вообще в рамках тестового задания буду вот такое разрабатывать? Потом таки скажете, спасибо, дорогой друг, до свидания, и заберете мою стратегию. Ну, как бы, на отвали я делать не люблю, но вот такое, конечно, тоже, ну, это уже перебор, на мой взгляд, по трудозатратам. Вот, наверное, нет, наверное, если бы меня брали на позицию серии CPO, может быть, но меня не на CPO собеседовали, так что, ну, Ну, тут да, тут кто как может решать. Ну, то есть, если, ну, условно, если там сеньор, лид, и у тебя там есть хороший выбор, тебя много куда зовут и так далее, ну, в принципе, в ситуации, когда можешь выбирать. Конечно, если джуниор, то, ну, уже приходится браться за все, ну да. показывать себя и так далее. Вот, поэтому смотрите сами. Вот, но я, например, в Фином попала с тестовым, и делала я тестовое прям хорошо, качественно. Я проникла, даже умудрилась сквозь все проверки пролететь и как прод-юзер проникнуть, ну, правда, не прям с банковским счетом, но внутрь приложения. Все посмотрела, что мне было надо, и, собственно, сделала тестовое. Поэтому, ну, то есть я прям вложилась, и вот вуаля, релокация, зарплатный рост и все дела. Вот, Да, поэтому, сейм. ну, Ну, слушай, у почему Финома бы нет? адекватное по трудозатратам было задание на самом деле. Да, То да. есть оно делалось за где-то 4-6 часов, по большому счету. Вот. Ну, то есть это нормальная трудозатрата. Потому что когда тебя просят, типа, вложить нам пару недель своей работы на тестовое задание, ну, это too Конечно, much. да. Да. Не, конечно, конечно. Ну, в целом, мне кажется, тестовый, ну, не знаю, ну, можно поставить себе просто порог, да, какой-то, что вот я больше этого тратить не буду. Ну, условно, там, 2 дня, Ну, 3 дня, вот да. сколько хотите. Да, да, давай дальше. Поехали с ракетой. Да, вперед. Собственно, кто уже прям созрел, понял вот из всех наших историй, что хочется уже все-таки поменять работу. Особенно если там, например, у вас сейчас есть основная работа и не очень много времени, и как бы хочется это все сделать быстрее, качественнее, без ошибок, не растягивая на месяцы и месяцы. Либо если у вас уже активный поиск, и вот нужна действительно поддержка, ощущение, что вы не одни, и в целом какой-то проводник в этом всем, то я с моим кофаундером, с автором Агатой, тоже карьерным ментором, человеком, который очень-очень много, по-моему, 8 лет в IT, которая трудоустраивала ребят в Яндексе, во все бигтехи, у нее очень много классных кейсов с офферами. Мы решили запускать такую группу в формате, что мы идем пошагово, предоставляем очень много материалов, предоставляем очень много полезных, вот делай так-то, 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 вот шаблон, вот гайд, что делаем. Соответственно, на все даем фидбэк, погружаемся в ситуацию каждого участника, очень такая камерная группа, что мы каждого знаем, про каждого его задачи, цели, что он хочет от этой жизни, мы помним. И, соответственно, именно для него мы все это смотрим. Смотрим, а как он проанализировал рынок, а какое конкретно резюме, даем очень подробный фидбэк
фидбэк, вплоть там до комментариев к каждому достижению, и вот эти все вопросы, которые вот, а как же достижения описать, вот на этой программе мы эти достижения вам все опишем, все вытащим, и просто будет максимально все классно, продающие упаковываем вам резюме, упаковываем LinkedIn, все делимся всеми нашими материалами, всеми лайфхаками по стратегии и так далее. Вот, вы уже поняли, что если вот такими материалами я делюсь бесплатно в общем доступе на вебинаре, если вот у меня такая большущая библиотека знаний, которые вы видели в Телеграм-канале, просто пост с кучей ссылок на все это полезное, то можете представить, и это все бесплатно я даю, то можете представить, какого качества материалы будут за деньги. Вот, поэтому подумайте, присоединяйтесь. Очень недорого. Для участников вебинара будет всего, это вообще смешные деньги по нынешним временам, 5 900 рублей. Еще 2 дня эта цена будет действительно. Вот, поэтому успевайте, залетайте. А, Дальше, соответственно, будет цена расти. Вот. И что вы получите, это будет 2 недели очень включенных, очень активных, где вы полностью упаковываете себя, где у вас полностью есть система поиска, где вы уже начинаете откликаться, сразу смотрите какие-то первые гипотезы. Все это с нашей поддержкой, с нами. Вот, соответственно, можно присоединиться. Вот. И также доступ к боту, про которого я говорила, который упрощает, облегчает нам отклики, помогает все это ускорить, чтобы занимало это все поменьше времени, чтобы оставалось время на личную жизнь. Тоже доступ к этому даем. Вот. Ну и персональная поддержка. Вот. Так что залетайте. Можешь, пожалуйста, следующий слайд, чтобы было понятно, куда залетать. У меня Ну, QR-кодик пожалуйста. мой любимый, фиолетовый. Да, нет, этот раз белый. Вот, соответственно, залетайте. Можно посмотреть тут все подробности про Агату побольше, про меня побольше, отзывы, какие у нас были кейсы. Есть вот у нас сейчас группа заканчивается. Даже за 2 недели человек умудрился получить оффер в Европе, тоже на Кипре. Это было вау, это было above and beyond всех expectations, потому что все-таки больше тут про упаковку и классную систему, с которой вы добегаете до оффера. Но вот настолько был мощный заряд, что человек вот прям в первые же 2 недели, собственно, тоже получил классный оффер. А вот остальные ушли тоже супер упакованные, уверенные, там, заряженные и так далее. Вот, с классными кейсами, и прям у многих конверсия, говорят, повысилась сразу, потому что кучу времени искал работу, а тут, наконец-то, мы сделали резюме суперское, хотя говорил, да я его в GPT оформлял, да я все знаю. Потом все переделали, раз конверсия выросла, кто бы мог подумать. Вот, соответственно, залетайте, будем всем вам очень рады, будем очень-очень сильно погружаться в каждого, ну, вообще в ситуацию каждого из вас. Вот, за такие смешные деньги, мне кажется, вообще великолепная возможность, потому что на рынке похожие продукты, я недавно видела, 250 тысяч плюс 5% от годового оффера, и это без гарантии трудоустройства, просто, ну, помощь с откликами и так далее. Ну, правда, это подлиннее, но вот мы не растягиваем, мы это все в 2 недели активненько умещаем, но совсем за другую цену. Вот, так что залетайте, у меня все, всем буду очень рада. Так, как-то все. Как это все Давай точно, что рассказывай. же такое? Да, 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 да. блин, Теперь же это еще, целое. еще чуть-чуть полезняшки. Про наши с Ой, да, тобой у нас дальше личные дальние истории. полезные. Да, точно. Я вот всегда, это польза пользой, а через личное всегда лучше всего, вообще самое интересное и интереснее всего. Это я знаю вообще по себе. Соответственно, про меня. Я в прошлом фронтенд-разработчик, которая вообще-то из Хабаровска, с никаких топовых вузов, никаких там, ну, не знаю, МГУ, ВШЭ и так далее у меня не было. Была фронтенд-разработчиком в небольшой местечковой компании на Дальнем Востоке России. Вот, соответственно, там я, ну, быстро росла, это плюс, потому что все активно уезжают с Дальнего Востока, и ты там очень быстро становишься лидом, потому что все остальные уезжают. Вот, но тем не менее я стала лидом отдела фронтенд разработки, у меня было под моим управлением 14 человек, мне было тогда, по-моему, 22 или 22 года, да, там были просто люди старше меня, опытнее меня, ну, в общем, это был интересный, классный опыт, классный рост. Вот, но я, собственно, до лида из разработчика доросла, а, и поняла, что что-то вот не так, что-то вот не знаю, куда хочу дальше, не знаю, ну, то есть что делать дальше. У меня было понятно, то есть, что я могу скакать дальше на позиции лида просто в компанию получше, куда-нибудь в московскую, куда-нибудь в питерскую, может быть, дальше, просто растить зарплату.
Вот, это была, в принципе, неплохая стратегия и вообще очень хорошая, не знаю, абсолютно логичная. Вот, но что-то мне в ней вот не драйвило, не тянуло, а очень мне хотелось в продукт. Вот, наверное, это, ну, наверное, из-за какого-то моего личного стремления вообще делать продукты, запускать что-то свое, что-то личное. А, и поэтому я захотела сменить сферу, вот из разработки уйти в продакт менеджмент. Я об этом сообщила своему непосредственному руководству. Вот. И рассказала, что я вообще-то уже кое-что знаю, что вот я там подучила уже вот это, что я там в студенчестве свои стартапчики пробовала запускать, акселераторы проходила и так далее. Вот. Ну, собственно, там, может, тут может у каждого быть что-то свое, но вообще такая хороший способ, хороший трекшн для начала просто внутри своей компании, если хотите куда-то перейти, поспрашивать. Соответственно, и вот в принципе, не так много времени прошло. Я в это время просто потихонечку доучивалась, думала, ну, сейчас буду упаковывать опыт, может быть, буду куда-то дальше переходить. И тут мне в моей же компании сказали, о, а мы хотим запускать новые продукты. Там были фаундеры, серийные такие предприниматели, у них было, ну, и проекты на заказы большие, и вот продукты они как раз хотели, ну, уже побольше оформлять. И такие, вот, хочешь, можешь парт-тайм, вот у нас тут такая экспериментальная идейка, ее поменеджерить. Я такая, конечно, хочу, это ж ровно то, чего я хочу. И вот я за ту же зарплату, собственно, лида разработки, очень удобно, стала продуктом part-time. Ну, то есть я все еще лидила. Ну, скажу честно, было, конечно, тяжело. Где-то там приходилось вечерами поработать, где-то приходилось прям так попахать, чтобы успеть там и свой отдел менеджерить, там свои темлидские задачи закрывать, и еще и менеджерить новый продукт. Это, конечно, ну, непросто, но в целом вот оно того стоило, как все вот эти вот переходы, куда вас действительно тянет. И, соответственно, я стала продуктом, у меня этот продукт хорошо пошел, меня потом повысили, я стала уже, ну, то есть там я была как бы продуктом в небольшом продукте, а стала уже продукт-лидом покрупнее, вот, и дальше я уже внутри этой же компании, у меня получалось ну, уже рост продукт-менеджера, который я очень-очень красиво оформила. Вот применив все те знания, все те навыки, которыми я делюсь, очень красиво упаковала опыт, очень красиво рассказала, как там что было, и какая была на самом деле компания классная, результаты классные, все на свете. И, представьте себе, устроилась в международку, вот так вот прям перепрыгнула из Хабаровска на Кипр, на офер с релокацией, вот это все вот, в международную компанию. Сейчас помогаю другим это делать. Вот. И причем у меня офферов, это даже не так, что вот повезло, звезды сошлись, взяли, вот это удача. Нет, у меня было несколько международных офферов и очень хорошие офферы в Москве с очень высоким, мощным ростом зарплаты. Но так иногда бывает, когда вы, знаете, долго уже сидите на одном месте, когда уже пора бы расти, а вы вот все сидите и ждете в море погоды. Вот потом после этого может быть этот квантовый скачок, как сейчас говорят, да, эти эксперты в Инстаграме. Вот, и поэтому, ну, собственно, очень мотивирую к тому, что если уже не нравится, не драйвит, не откликается, не сидеть на этом месте, а все-таки двигаться дальше, а, расти и пробовать. Вот, ну, в моем случае вообще стократно окупилась, было здорово. Супер. Спасибо, Марин. На самом деле, следующий на очереди я тоже решил поделиться своей историей. У меня она не настолько голливудская, как у Марины. Вот. У меня путь был чуть более тернистый. На самом деле я начал абсолютно случайно свой путь в айтишечке после того, как я закончил, сейчас это будут очень громкие, крутые слова, я закончил Международную высшую школу управления Санкт-Петербургского политехнического университета с дипломом менеджер транснациональных корпораций. Ну, в общем, уже чувствуете, да, вот всю эту, весь этот пафос огромный. На самом деле, могу сказать, что это техвуз, в котором открыли менеджерский факультет, который был, ну, реально не алё. Ну, то есть я могу сказать, что мое образование было не супер крутым. Нет, оно мне сейчас до сих пор помогает с точки зрения бухучета, аудита и деньги, банки, кредиты. Вот эти были прям классные дисциплины. Но многие дисциплины были реально бесполезными. А, Но... Спасибо, Алексей. Собственно говоря, история про то, что я абсолютно случайно попал в айтишечку. Там работали мои друзья в корпорации «Галактика». Друзья оттуда уволились достаточно быстро, а я задержался в компании на 8 лет. И вот здесь как раз могу сказать то, что говорила Марина в качестве подтверждения. По моим ощущениям, минимум года 3 я там пересидел. То есть за 3 года я стагнировал, ничего нового не получилось у меня. Да, я делал проекты в соло. Это было продажи,
ПМство, анализ, разработка, тестирование, обучение, сопровождение я делал все один на системе, на определенной. В общем, развлекался как мог. Но да, ну, как скажу, то есть за 5 лет я действительно очень круто прокачался, набрал огромное количество навыков топовых, которые использую до сих пор, но последние 3 года реально были, ну вот ни о чем, банально. После этого я сменил еще несколько компаний, которые занимались, в принципе, точно так же проектной разработкой, пока, наконец, в одной из компаний мне не попалось, что а у нас есть какие-то продукт-менеджеры, а кто эти люди? То есть я вроде был аналитиком, и всегда считалось, по крайней мере, в аутсорсе, что у тебя единственная возможность роста, какой? Правильно, в проектного менеджера. Проектный менеджмент мне особо никогда не нравился, особенно в аутсорсе, потому что там это постоянное выдаивание заказчика, постоянное выдаивание команды, куча нервов, и, в общем, тебя не любят со всех сторон. В общем, такая собачья работа достаточно. Плюс я достаточно часто видел, что менеджеры скатываются в администрирование проектов вместо реального управления ими, что тоже не вдохновляло. Ну, в общем, и тут, продукты. А что эти ребята делают? А вообще, как с ними можно это жить, там, что? И стал изучать постепенно это все. И в итоге перешел в замечательную компанию МТС на позицию ведущего аналитика в продуктовую команду, но при этом как бы депити продукт-оунером фактически. И в конце мои старания еще больше окупились, когда ушел наш продукт-оунер. Я 3 месяца был не депьюти, а реальным продукт-оунером. Почувствовал на себе всю эту радость. И после этого тоже абсолютно, ну, то есть там были определенные внутренние неурядицы в компании. Я искал работу, искал в спокойном, неспешном режиме и совершенно случайно наткнулся на компанию Стэн. Я даже тогда особо не думал про международную карьеру, но такие, да, нормально, международка, зарплата в долларах, все хорошо. Английский у меня был неплохой. И вот тут как раз я пришел вроде как тоже по-прежнему аналитиком, но фактически я сам самостоятельно взял, выгрыз себе команду, выгрыз себе кусок функциональности и стал просто, благодаря своим знаниям как раз в бухучете, я достаточно быстро разобрался в бухгалтерской системе, которая была UK Sage, это такой UK 1С. Я в ней достаточно быстро разобрался, делал интеграции, то есть настраивал вообще вот это все, постепенно начал все это мерить. Это, кстати, самый важный момент, что в тот момент, когда ты начинаешь мерить, и вот эти метрики расти, ты такой прям делаешь серьезный шаг к продукт-менеджменту. С одной стороны, и с другой стороны, оно получается как серьезный шаг к вот тем самым достижениям, про которые Марина говорила. То есть ты их начинаешь мерить, ты их начинаешь осознавать, ты их начинаешь себе так или иначе все равно присваивать. То есть понятно, что когда на собеседовании ты будешь об этом рассказывать, ты действительно говоришь, что мы это сделали с командой. Но я это видел, я это драйвил, я сделал для этого вот это, вот это, вот это. То есть я мог сказать, что я придумал эти метрики, я вообще эту команду собрал и так далее. Ну и, собственно говоря, постепенно, то есть я стал техническим продукт-менеджером, то есть я не столько работал с программами и продуктами, которые доступны широкому кругу пользователей, но я строил внутреннюю работу систем как продуктов. И я это продолжу делать и в Феноме. Как раз там я занимался дата-платформой, внутренними интеграциями, всеми внутренними. И даже сейчас сам Саби, вот, пожалуй, натаскавшись за 4 года в Стене и в Феноме как продукт-менеджер технический, я вот только так сделал шаг уже сейчас к уже более такому бизнесовому продукт-менеджменту, реальному продукт-менеджменту. Но то есть ничего нет невозможного. Да, и вроде я был технарем, ну, достаточно сильно техническим, но при этом все равно за несколько шагов, не за один. Кому-то вот как Марине повезло, да? Ну, нет, ладно, не повезло, нет, не повезло. Марина, да. Здесь просто Марина вовремя увидела opportunity и вовремя ее взяла в свои руки. У меня opportunity была на несколько шажков разбита. Но, тем не менее, вот точно так же достаточно неплохо. Свои навыки развиваешь, учишься параллельно. То есть я могу сказать, что я ходил и на Курсере учился, и у Вани Замесина как делать продукт учился, и у Ани Подображных, которая там в Авито, теперь в Тинькове, тоже достаточно крутой медийный продукт. Там, и у Даши Васяниной, и еще. То есть у многих продуктов я ходил, изучал, читал каналы, смотрел, что они делают, Go Practice проходил, вот это все. Это, естественно, тоже все было. Но как бы
как бы вот, да. И, наверное, ключевые вещи, которые хотелось сказать, что мы обычно во что утыкаемся. Это, во-первых, какие-то страхи изменений, особенно на первых шагах. То есть мне было настолько безумно страшно уходить вот из первой компании, в которой я 8 лет проработал. То есть это был для меня прыжок в неизвестность, просто безумный. С релевантным опытом это тоже частая ситуация, мне кажется, когда нам не хватает опыта, но на самом деле мы можем упаковать свой текущий опыт, да, так, чтобы он был переиспользован на новом месте. Конкуренция с опытными кандидатами. Ну, вроде да, но вроде как, вот не знаю, на моей практике мне удавалось ее даже выиграть отчасти. И необходимость изучения новой области часто вообще с использованием ИИшечки и всего остального вообще достаточно смешно. Ну, то есть ты можешь получить себе эксперта в предметной области, который будет тебе выдавать все необходимые знания достаточно быстро. И это прям классно. Да, А, да, мне, кстати, супер есть маленькая это комментарий ворвусь про менторов тоже хотела сказать, что у меня был очень мощный ментор еще вот когда я только вот стала лидом разработки вот в своей компании, и у меня вообще был запрос на менторство типа прокачать лидерские навыки, лидерские способности, и вот она как раз жила на Кипре, в какой-то большой тоже B2B компании работала, и она вот вообще раскрыла мне вот этот вот дивный новый мир, что, оказывается, в IT не только программисты и проект-менеджеры есть, там, и чуть-чуть продажников и саппорта, а есть еще большое-большое количество разных вот связанных с бизнесом ролей, и они есть там и более технические, и более бизнесовые, и вообще выбирай на любой вкус и цвет, и я такая, блин, как, ну, то есть вообще это очень, мне кажется, расширяет кругозор просто, а как еще может быть, а как это вообще еще возможно, вот, и, ну, вот именно благодаря этому я вот, ну, вот смогла, да, как-то себя продать, да, моему текущему руководству, что, а я вот вообще-то хочу быть не проектом, который у вас есть, и не лидом разработки, а вообще тем, у кого у вас еще нет, вот продуктом хочу, и они такие, слушай, классно, нам как раз нужен, вот, то есть это, ну, прям здорово расширяет, ну и потом вот, собственно, вот этот рост, там, потом и в лида продукты, и в хеда, когда у тебя уже подчиненные продукты есть, но вот он был бы невозможен, ну, в моем случае, если бы я не, ну, не смотрела вообще, а как может быть там еще, то есть вот не было вот этого вот этапа с ментором, у нас было, по-моему, 3 сессии, за которые, ну, прям я много чего как-то переосмыслила и начала вот двигаться. Вот, так что да, поддержка тут супер важна. Мгм, мгм. Зачастую тебе как минимум всегда пригодится взгляд со стороны, потому что ты сам себя объективно на 100% не можешь оценить. И поэтому вот какие-то люди, которые смогут на тебя посмотреть и помочь подсказать твои сильные и слабые стороны, это действительно стоящая вещь. А, При этом действительно важные навыки вот здесь, которые хотелось подчеркнуть, системное мышление. Это то, вот без чего я себя вообще не мыслю. То есть именно построение определенной системы и понимание вот этой всей взаимосвязи. Как там работают у тебя организации, команды, продажи, поддержка, CSM и все остальные, вот эта вот система, четкое понимание. То есть тогда ты сможешь достаточно успешно работать, и точно так же ты сможешь это системно организовать свою работу с, допустим, вакансиями, проектами, продуктами, чем угодно. Обучаемость и адаптивность. Вот адаптивность сейчас в нашем мире, который меняется с яичечкой просто с какой-то космической скоростью, кажется, это один из самых важных скиллов, потому что с ИИ можно увеличить свою ценность производительности навыки, улучшить просто кратно. И за счет этого стать супер востребованным специалистом, по крайней мере, на фоне тех, кто не умеет работать с ней, либо работает с ней так вот, на полшишечки. Проектный подход к решению задач. И на самом деле здесь мы еще не написали продуктовый подход к себе и к своему резюме как к продукту. То есть какие-то гипотезы пробовать, развивать и прокачивать. То есть и себя пробовать какие-то гипотезы влево-вправо, ну и вот как резюме, как один из способов своей продажи. Ну и да, я же еще не рассказал про свою инициативу, которую хотелось бы тоже чуть-чуть донести. Я запускаю 2 мини-курса в октябре. Первые запуски точно будут в формате онлайн-вебинаров, живыми, где я буду рассказывать что-то. Один из них будет как раз про переход в технический продуктовый менеджмент для аналитиков, разработчиков, тестировщиков, то есть для всех тех, кто хочет вот в сторону продуктовой истории сместиться. Поговорим про то вообще, как можно работать с программами внутренними системами, как продуктами.
как раз вот был вопрос, там, как аналитику свои вот эти все присваивать достижения, как вот со всем этим делать. Как раз там про это тоже буду рассказывать, как аналитик может брать на себя ответственность, как может прокачивать свои навыки. Поговорим, естественно, про метрики, про data-driven подходы, какие метрики можно внутри применять, про работу с командой разработки, потому что в момент, когда ты становишься техническим продуктовым менеджером, ты их выходишь как будто бы из команды разработки и становишься тем, кто в них вообще вбрасывает задачи и немножко их там подпинывает, мотивирует, и вот это все. Поскольку я за свою практику 2 команды разработки построил с нуля, я готов тоже вот этими вот историями поделиться, как вообще с ними общаться, выстраивать коммуникации и выстраивать эффективную работу. Ну и, естественно, будет куча практики, где будем многие моменты, и там и какие-то ролевые игры разыгрывать, и документики готовить, и роадмапы всякие, и вот это вот все. И второй курс как раз про нейросети. Естественно, основа будет это чат GPT. Ну, я вот работаю с чатом GPT, и меня он пока вполне устраивает. А, я его использую для многих задач, то есть как аналитик может его использовать для работы с предметной областью, с документацией, с различными другими штуками. Дальше. Автоматизация рутинных задач. Мы немножко поговорим про N8N, про то, как вообще можно какие-то процессы автоматизировать, и что вообще нафиг выбрасываете вашу команду, и вот N8N и другие штуки, они более крутые. Поговорим про разработку собственных каких-то утилиток, которые помогают вам автоматизировать задачи с помощью курсора, про анализ данных с помощью яишки, чем она может помочь, и как вообще, вот на самом деле, вот эта презентация, которую вы видите, она сделана с помощью яишки. GAMApp, чудесное приложение. Я покажу, как можно с такими вещами тоже работать. Слева и справа QR-коды на соответствующие курсы. Переходите, регистрируйтесь. Там программа описана подробная. Вот, буду ждать, скорее всего, то есть один из них стартанет в октябре, в середине, второй стартанет, наверное, в начале ноября. То есть посмотрим, кто, на какой курс будет больше людей, тот и стартанет первым. На этом моя продажная часть закончена. Фактически здесь вот то, что Марина проговорила. Наверное, тут ты захочешь пару слов сказать. Да-да-да. В целом, я думаю, по сути, по каким-то вот хардовым вещам вы поняли, что красиво, классно упаковываемся, значит, сначала анализируем рынок, мощно упаковываемся, откликаемся регулярно, к собесам готовимся, рефералы к нетворк очень активно используем, просим рекомендаций и так далее, вот, и относимся ко всему этому а, так, спокойно, уверенно. Главное, ну, вот очень сильно верить в себя, потому что если там вы в себя не верите, как поверит HR и все нанимающие, что вас стоит взять. Поэтому в первую очередь вот в это вот внутреннее растим, что да, я суперспециалист, я мощный, я все затащу. И вот всем это показываем, не стесняемся, не скромничаем. У нас туда в СНГ есть такое, что да, пусть другие похвалят. Не это, никаких скромностей. Очень ярко, красиво рассказываем, презентуем. Вот, это все тоже навык, это все тоже тренируется, можно этому всему научиться и просто, ну, несколько раз попробовав. И я уверена, что вам это все по плечу, поэтому желаю удачи. Вот, можно даже сразу следующий слайд. Сразу скажу, что, конечно, если хотите прям еще больше движения, еще больше какой-то вот личной поддержки, еще больше такого нашего, ну, живого вовлечения, это меня и вот Агата, моего партнера, то, конечно, залетайте к нам. Вот еще раз оставила QR-кодик тут, по-моему, уже на телеграм-канал, где я это все описываю. Вот, поэтому приходите, чтобы, так сказать, не одним быть на всем этом пути, а с поддержкой, как мы тут уже говорили про менторов, классно, когда есть кто-то, кто уже этот путь проходил, и много-много-много раз помогал другим, много-много раз получал уже офферы там каким-то менти и ребятам, кто уже обращался, вот, знает уже всю эту кухню, все подводные камни и так далее, и вот так за ручку уже проведет куда вам надо. Вот, так что залетайте. Да, супер. Ну, И да, это оно, вопросы, время я для вот, вопросов. да, я Я помню, что видел, важный был про да, джуниор специалиста надо разогнать.
Да. Как лучше составить резюме на джуна, если я кардинально сменил свое направление, и мой предыдущий опыт вообще никак не будет связан с новым направлением? Альберт, я вижу, вы еще здесь, так что мы на этот вопрос, я думаю, ответим с удовольствием. А, На самом деле я могу подсказать, да, то есть на что бы я смотрел как нанимающий специалист, если бы я искал джуна. То есть здесь надо подчеркнуть, если у вас реально хардовых навыков, подтвержденных работы нету, то здесь можно на вот этих вот софтовых навыках, во-первых. Потому что наверняка на предыдущей работе у вас там была какая-то ответственность, что-то вы делали, может быть, кем-то руководили, все равно какой-то проект запускали, ну вот что-то такое делали. И в этом случае достаточно неплохо будет, если вы подумаете, как это может вам помочь в новой текущей работе, и подсветить вот это. Это прям вот супер моменты. То есть мне, ну, то есть даже, мне кажется, если вы работали, не знаю, там, столером, можно все равно, да, представить, что вы что-то там новое придумали, где-то улучшили производственный процесс, где-то проявили инициативу, это все равно можно отразить, да. Ну, явно, то есть вы не просто же так решили менять работу, то есть у вас где-то шило в одном месте вам подсказало, что пора это делать. Поэтому я бы в эту сторону смотрел в первую очередь. Марин, есть что добавить? В принципе, я вот во всем согласна. То есть, получается, если конкретно про резюме, то мы навыки поднимаем наверх, что вот вы уже все попробовали, много чего знаете и так далее. Все, что изучали на курсах, пишем в навыки, что да, умеете. Ну и как бы надо попрактиковаться немножечко с этим всем, но все равно уверенно пишем, что да, умеем. Красивая summary, что сколько вы всего сделали, какие-то достижения из прошлого места, релевантные для вашей новой роли, все равно нужно найти, посмотреть, определить и добавить в summary, и добавить, что вы уже сделали, то есть вот во время обучения или какой-то личный проект, пэт-проект, может быть, что-то вот вы part-time, как я, на текущей работе успели сделать. Соответственно, это все тоже красиво, ярко описываем. Вот, дальше в опыте. Соответственно, можно будет описать кусочком вот этот опыт, когда вы, ну, там, какое-то обучение проходили, какой-то пэт-проект, вот прям уже с ролью, ну, например, продукт менеджер, да, так и пишите, продукт менеджер, там, личный проект и все, что вы там сделали как продукт, ну, либо проект обучающий. Вот, все это описали, завернули. И параллельно дальше все ну, весь опыт работы, который у вас есть, тоже немножечко вот с призмой того, аж вот вашей новой роли, куда хочется. Соответственно, вот да, вот как Кеша сказал, что оптимизировали процесс, что вы что-то наверняка уже делали такое актуальное, и это все оформляем. Вот. Ну и опять же, может быть, один из первых лайфхаков, как вот у меня сработало, можно начать с того, чтобы рассказать вообще ну, на своей работе, что вот мне это интересно, а вот нет ли каких-то возможностей тут внутри компании как-то вырасти, как-то развиться или взять как часть вот таких обязанностей на себя. То есть тоже может здорово сработать. Так, у Да, нас новый вопрос прилетел. Ага, Альберт, у меня на спасибо. Значит, о, работу. понятно. В среднем раз в год нанимающие обращают внимание и задают вопросы, что ж с этим можно сделать. Я могу сказать так, у меня был опыт работы 8 лет, потом 2,5 года, потом 9 месяцев, 11 месяцев и год. И как бы ничего, все нормально. На самом деле вам нужно пояснить, да, то есть я четко сказал, что, говорю, почему, то есть меня спрашивали, а что такое-то? Говорю, ну, то есть я пришел руководителем отдела бизнес-анализа. И честно понял, что просто ну, не мое, именно руководить не мое бизнес-отделом, да, то есть я понял, что я хочу там быть опять, да, какую-то линейную, но опять же в той же компании я почувствовал просто ну, дискомфортно себя, ну, то есть я не хотел в той компании, где я был руководителем отдела, уходить на более низкую должность, ну, объективно нормально. Потом я ушел в проект, который был, то есть я подписался прямо на одноразовый проект, который длился 11 месяцев. Вот. И после этого была возможность либо остаться, либо уйти. И поскольку была договоренность, что я могу уйти изначально, я принял там предложение от другой компании. То есть, в принципе, адекватно, если вы расскажете, в чем были причины, то вполне себе, по идее, нормально. Но нет, если, конечно, у вас причина в том, что, о, мне предложили побольше зарплату, я пошел туда и туда, то надо придумать такую причину, по которой вы переходили из одной команды в другую. Но, то есть, они А как, должны быть такими. Мгм. прошу прощения, а вот какие причины? Просто вот меня вот всегда смущало, да, действительно, я признаюсь, что я переходил из работы в работу вот чисто из-за того, что мне хотелось войти
зарплате, а на месте мне давали только максимум 10%. Вот, и как бы мне хотелось развиваться именно по профессии через смену работы. Вот, и как раз в связи с этим стоит вопрос, какую причину ухода лучше указывать. Понятное дело, что негатив не надо, а в плане, вот, например, роста, можно сказать, что не отвечает амбиции роста, поэтому перешел, или, может быть, какие-то другие иные варианты вы можете мне предложить? Спасибо. А, Ну вот, так, кто первый, да? давай, У ты, всех давай есть что ты. сказать. Да, давай начну, а ты, если что, под это подхватишь. Про рост хороший вариант. Может быть также еще интерес к, например, другой сфере, что вот вам было очень интересно там попробовать, не знаю, AI, потому что она была там, не знаю, ну, более там современная и так далее. То есть, что вот сфера продуктов, в которую вы ушла, ну, в которую вы перешли, гораздо была интереснее для вас, там больше резонировала. Вот. Можно рассказать, что ну, например, у вас там, ну, не знаю, если это правда, да, и что-то такое было, там, например, сильно переформатировали отдел, там, например, ну, может быть, сильно сменилась команда, и вы подумали, что, ну, в принципе, неплохой вариант там передать ваши обязанности кому-то из там джунов, медлов и, ну, там, и кому-то еще, а самому вырасти. Ну, то есть, что вот вы не так, что вы их всех там бросили, кинули, оставили, а вполне себе так красиво все это завершили. Вот. Соответственно, вот такие вот все эти варианты, может быть, ну, где-то можно сказать про то, что там не было там, да, подходящего роста, например, что вы хотели в должности вырасти, если там хоть немножко должность изменялась, можно сказать, что вот я очень хотел там, например, грейд сеньора, а там в текущей компании что-то оно как-то долго шло, вот, соответственно, в новой компании, ну, то есть я пошел на рынок помониторить, оказалось, что я уже давно сеньор, ну, собственно, вот совершил переход. Вот. Ну и в целом год– это абсолютно неплохо, это, ну, не мало. То есть, ну, конечно, когда ты у человека 3 месяца, полгода, тут вот, ну, некоторые даже прям скрывают этот кусочек и оставляют, как будто бы они там на предыдущем месте работали дольше, чем на самом деле. Ну, то есть, конечно, когда там прям 2-3 месяца, это уже совсем мало, и это похоже на как будто бы вы не прошли испыталку. То есть вон там вот еще могут быть какая-то речь про скрытие. Но год это в целом достаточно, это хороший результат, видно, что ну там вы прижились, испыталку прошли, все такое, поэтому тут ну можно тоже это все ну, очень уверенно хорошо подать. Есть, Кеш, что добавить? Слушай, ну, на самом деле, да, абсолютно верно, что всегда можно постараться найти историю, что тебе хотелось роста, ну, вот компания не готова была, да, что я, допустим, был на проекте, который был связан с Legacy, и возможности перейти на другой проект, к сожалению, внутри компании не было. Ну, то есть такое тоже бывает. А, то есть это не негатив, это просто мы не сработались. То есть в каких-то моментах я вот слышал, что ребята говорили, что ну да, у меня компания как бы меня заставляет идти в офис. Или там меня компания заставляет релоцироваться куда-то, а я не хочу релоцироваться, например. Или компания, да, действительно меня заставляет идти в офис. Для кого-то это реальная причина. Я хочу, особенно если ты идешь, допустим, remote first компании. Какую-то часть можно реально описывать как проектную работу, да. Вот я говорю, я писал, то есть четко, что у меня one year там или 11 months проект. Просто и все. То есть ты честно пишешь, что я 11 месяцев работал на проекте. Нормальная история. Опять же, где-то тоже какую-то часть из этих историй можно повернуть, как будто бы это проект. Почему нет? Спасибо. Мгм. Так, ну что, О, каку- Ага, куда я ушла из-за выгорания? Да, и проектные истории, про проектные истории здорово Агата подметила, да, что это, ну, вообще супер, и можно, наоборот, Мгм. красиво писать, что это так и был, да, как тоже Кеша отметил проект. Вот, поэтому, да, и про портфельную карьеру классное замечание, да, что проект это важно. Причину, если ушла в никуда из-за выгорания, да, плюс-минус подходящая, что на прошлом месте работы не было каких-то возможностей для развития. Там, ну, можно прям объяснить, почему, что вот там, не знаю, продукт уже как-то замер, или вот что-то вот вы хотели там в другую сферу, вы хотели расти, там, может быть, в должности, в грейде, а тут вот, ну, что-то вот оно как-то немножко стагнировало, и, да, получается, вы приняли решение, что вы там хотите, вы четко там знаете свою цель, и уже вы в этот момент желательно сказать, что ваша цель– это вот прям вот та самая, ну, не та самая компания, а та самая сфера, куда вы вот сейчас собеседуетесь. И вы, так сказать, четко, уверенно решили
ну, посвятить время тому, чтобы найти, что вам действительно подходит, что действительно будет отвечать вашим задачам, целям и навыкам. И вот поэтому вы перешли, ну, просто в как бы активный поиск. Вот. Если прям очень долгий уже период, там, не знаю, уже больше 6 месяцев, пока вы ищете работу, ну, вот ушли никуда из грани, долго восстанавливались и только сейчас начали искать, ну, можно немножечко, ну, в этот период тоже показать, что вы чем-то занимались, какой-то, ну, может быть, проект или, ну, какое-то обучение, если было, можно это как-то тоже оформить, показать. А, но в целом это ок. То есть сейчас у нас сильно удлинился вот этот процесс поиска, и рекрутеры уже в целом на перерывы меньше полугода смотрят окей, если меньше 3 месяцев, то вообще можно не париться, не переживать, спокойненько, ну что, ну просто ищу работу, все ок. Мгм, мгм. А какой срок, если что, напиши примерно вот этого периода, Я когда могу сказать, что восстанавливался. вот, Да, давай. я не работаю с февраля. Мгм, Это уже мгм, достаточно много. Я не ищу работу все это время. То есть я действительно какое-то время, несколько месяцев я восстанавливалась, потом начала искать работу. А, мгм, э, Есть ощущение, что опасно рассказывать HR, типа вот я выгорела, я устала, потому что они подумают, ну ты опять выгоришь. Плюс опять получается негатив на компанию, что если сказать, например, ну вот очень там высокие какие-то необоснованные нагрузки, так нельзя говорить, потому что мы выяснили, что негатив нельзя говорить. А, Немножко, я поделюсь просто, что вообще немножко смущает, насколько много всего как будто бы нужно выдумывать. И вот играть вот по этим правилам, даже это демотивирует немного, что вот мгм. действительно нужно, ну, вот прям наврать в какой-то момент, что да, прям вот как ты рассказывала, что прям хочу вот к вам. Хотя, может быть, я прям вот к вам не хочу. В общем, немножко это все расстраивает. Но Ну, к я сожалению, поняла, что нужно попроще к этому относиться. смотрите, я вот честно не говорю, вот я никогда не вру напрямую, то есть что вау, я прям хочу в вашу компанию. То есть вот мне кажется, что именно врать это, конечно, уже too much. То есть вы должны максимально близко к тому, что вообще у вас есть сейчас, да, подумать какую-то причину, которая максимально близка к реальной. Говорить о том, что я выгорел и ушла никуда, ну, в российских реалиях опасно, я согласен, потому что многие HR на это смотрят, ну, негативно. В Европе, кстати, к этому относятся лучше. В Штатах я знаю, что, кстати, тоже негативно достаточно относится к этому. Ну, потому что культура вот этого пахоты, как бы она в Штатах и в России чем-то похожа. Вот. В Европе как-то люди больше про work-life balance. Поэтому как-то я бы думал о том, чтобы сказать, что хороший вопрос. Может быть, ну, sabbatical. Не знаю, вот я русскоязычной компании, да вроде нормально относится. Но опять же, зависит от компании, мне кажется. Я вот честно говорил, что я уходил в sabbatical на 3 месяца, и абсолютно нормально это было. Вот. Насчет 9 месяцев можно, ну, подумать, какой-то проект себе придумать. Просто придумать. И это в принципе, особо не проверяемо никак. То есть, если вы чем-то делали. Вы можете сказать, что вы делали свой какой-то внутренний вообще проект. Сама делала, пробовала какие-то гипотезы. Ну, почему нет? Да-да-да, особенно если продукт, можно сказать, что там посвятила время, не знаю, какому-нибудь блогу или посвятила время, ну, если вот что-то такое есть, или там посвятила время какому-то обучению. Даже не обязательно, что это обучение прям какое-то с корочкой, и прям принести и все доказать. Не знаю, вот по нейросети изучала, вот что-то там, не знаю, GPT освоила, спробовала, а что там вайп-кодингом можно сделать. Ну, вот что-то такое. И в целом, да, то есть сказать, что, ну, там, опять же, по каким-то причинам на прошлой работе уже там проект подошел к концу, захотелось роста и так далее, захотелось вообще понять, чего я больше, например, хочу, какие проекты меня больше интересуют, там, поисследовать рынок, отдохнуть тоже нормально. И, соответственно, это все тоже красиво и интересно показать. Вот, то есть все эти там исследования нового, какой-то вот проект небольшой, все это можно, да, тоже рассказать. А, вот, и
будет тоже нормально. Сейчас, конечно, ну, только все шутят, что зумеры меняют реальность, но они тоже реально меняют, что да, вот сабатиклы, да, это нормально уходить на эти микропенсии. Ну, то есть потихонечку все работодатели к этому привыкнут. Вот, то есть важно, ну, как сказать, снизить тревожность HR в этот момент, просто что, а вдруг там вот, ну да, вот вы там такой человек, который сейчас снова выгорит или уйдет, или бросит, вот надо вот как-то, можно как-то, ну, по-человечески поговорить с HR, если чувствуется, что в целом как бы человек может понять, и в целом вот показать, что эту, ну, эту тревожность с него снять, что вот все хорошо, я там что-то делала, я развилась, я теперь как специалист стала еще лучше, и с новыми силами, горящими глазами, энергией, интересом вот иду дальше к своим целям. Вот. Можно сейчас, например, ну, поискать даже тоже, опять же, какую-то проектную занятость. На это они, ну, гораздо меньше уже тоже смотрят, чем какой-то full-time работа, и, ну, могут ну, например, с большей вероятностью вот тоже взять на какие-то такие не такие долгоиграющие проекты. Ну, вот. Ну, то есть можно тут по-разному действовать. Ну и, кстати, на самом деле можно, ну то есть у вас явно была возможность, да, вот восстановиться и отдохнуть. Сказать, что да, у меня появилась такая возможность, я захотела отдохнуть. Потом занималась каким-то проектом, обучением, чем-то еще. В целом это тоже нормальная история. Насчет заграницы и русскоязычных компаний все зависит от компании. Ну, многие, да, то есть они вот прям такие, как это сказать, ну, тоже настроенные, конечно, бежать, достигать и все такое. Вот, поэтому можно такое рассмотреть. Но что еще можно сказать? Ну вот, а вообще сейчас, ну, получается, цель же вот она прям вернуться в full-time найм, или, может быть, вам и наоборот и хочется вот про то, что Агата говорила, какую-то портфельную карьеру, когда вы что-то, там, не знаю, больше свободного времени, и вы там, ну, какими-то проектами занимаетесь, какими-то, может быть, личными что-то запускаете. То есть, может быть, еще такой вариант можно рассмотреть, тоже подумать в эту сторону. Мне кажется, для меня удобнее это работа на full time, потому что я как бы не проект, ничего, я тестировщик. Поэтому Мгм. для меня самое удобное было бы устроиться на full time какую-то работу и спокойно там работать. Мгм. Мгм. Да-да-да. Вот. Ну, если есть знакомые айтишники, особенно там стартаперы и так далее, можно сказать, что там в стартапе каком-то помогало тоже тестировать. Вот, и немножечко реально в их стартапы погрузить. Если совесть не позволяет так сказать, то можно, ну, в смысле, как бы если этого не было, то можно попробовать, ну, действительно что-то для них сделать, да, для какого-то стартапчика, потестировать им, немножко помочь с чем-то и сказать, что, ну, вот, да, занималась. Вот. Но есть в любом случае надо выходить, пробовать вот это вот, ну, все рассказывать. Можно пробовать разные вообще способы. То есть смотреть вообще, а точно ли это проблема там, ну, на этапе откликов. На этапе откликов вот с текущим резюме, если там просто пробел и просто указано вот до такого-то времени работала, вот и все. Типа все ли хорошо, там берут, ну, есть отклики, нету. Ну, в смысле, есть приглашение на интервью, нет. Сразу посмотреть. Потом прийти на какие-то первые интервью и тоже, опять же, вот немножечко потестировать. Вот сегодня рассказываю честно, что я там была в сабатикале и отдыхала. А вот сегодня я там немножко по-другому вот формулирую, что у меня был проект, и вот такими-то там проектами, стартапами занималась. То есть тоже так немножечко поэкспериментировать. Главное просто, ну, вот идти к цели, да, не фрустрироваться вот из-за того, что там вот то, что был перерыв, и это как бы так сильно мешает, так сильно стопорит, и все HR там начнут из этого браковать, а может быть нет, а может быть это какая-то, да, причина, какой-то страх, который больше в голове, чем на самом деле. Поэтому тут важно идти, двигаться, пробовать, вот, а там уже в процессе, вот мы, ну, много вариантов накидали, что говорить, можно пробовать разное и смотреть, а как лучше работает, а как комфортнее, и да, ну, относиться к этому попроще. Спасибо. А если никто не пишет больше вопросов, я бы, может, если у нас есть время, еще задала вопрос по поводу достижений, вот то, что вначале начали обсуждать. Наверное, хотелось бы понять, а насколько, как вообще сами HR относятся вот к такому формату описания достижений? То есть, ну, они действительно, ну, серьезно относятся, что да, это человек там сам все это сделал, или они такие, ну, понятно, присвоил себе все достижения. То есть, наверное, просто чтобы написать в таком формате, хочется, может быть, какого-то условного, что ли, подтверждения, что это действительно нормально будет воспринято. Потому что Да, когда сам пытаешься к конечно. этому отнестись, это выглядит как, ну, это просто чушь какую-то пишу.
Ну, если действительно достижения команды описывать как свои, а, потому что, Мгм. если говорить про себя, то у меня опыт работы именно в очень большой команде, и мне кажется, здесь прям настолько сложно выделить какие-то свои достижения, что условно там, ну, какие у тестировщика, что обычно там рекомендуют писать, я не знаю, снизилось количество багов на проде. Это кто сделал? Это я, это команда тестирования, это программисты, это еще что-то кто-то придумал. Как здесь себя вот в этом хаосе найти, конкретно себя выделить, это очень сложно понять. В Либо я, смысле? может, ну, я не понимаю, как мозг настроить вообще Почему? на это. Смотрите, вы хвалите assurance инженер. Снизилось количество багов на проде, это ваша прямая заслуга. Вы не пропустили эти баги. И вы, причем, смотрите, даже я еще чуть-чуть больше скажу. Задача quality assurance инженера даже не то, что выловить баги, когда уже реализован, а выловить потенциальные баги в момент, когда еще только задача берется в работу. Смотреть какие-то критичные места и подсветить их для разработчиков. И если количество таких багов снизилось, это ваша прямая заслуга. Так это же просто мои обязанности, нет? Вот я нахожу баги до того, как там, чтобы они не попали на продакшн, чтобы как можно раньше мы все это нашли, как бы не тратили много ресурсов потом на исправление в самый последний момент. Окей, так это просто то, что я делаю, и все в команде делают. А каким образом это достижение? Если хорошо делаете свою работу, в этом и есть достижение. Ну, то есть, да, действительно здорово это сделали. И, ну, и то, что вот, ну, вот вы сейчас сказали про HR, что то, что вы можете оцифровать эту метрику, то, что вот вы можете ее показать, вычленить, вот, а что конкретно сделали вы, это показывает очень сильно именно такую бизнес-ориентед в целом мышление, что вот, ну, не просто там делали, что сказали, и там а, ну, без всякой вовлеченности, без всякого вообще интереса, а для чего это, а что, к чему это приводит, а я сделала, и вот я радовалась тому, что получилось, и вот они результаты моей работы. Вот, соответственно, HR это именно этого и ждут. У меня было Так несколько у меня даже. нет как раз такого. Вот в том-то и дело, что вот большая команда работала там над Мгм. релизом, который нужно выпустить, все постарались. Вот мы там выходим, допустим, нет багов или там есть, но мало. Ну, я не понимаю, Круто. что из этого Так сделать. круто. Так Почему? это Ну, круто. Это а А знаешь, в в чем этом прекрасно. разница? Ну, достижении. как было, так и есть. И каждый релиз одно и то же это происходит. А Я это даже уже не повод, знаю. значит, задуматься, что вы... То есть, смотрите, если у вас систематически количество багов снижается, значит, вы молодец, вы развиваетесь. Если оно такое же, это повод для вас подумать, что почему количество багов такое же примерно. То есть надо что-то еще улучшить. И вот как раз потом это и будет вашим достижением, когда вы что-то еще немножко улучшите. Мгм, мгм. Да-да-да. Ну, то есть насчет того, что вся команда делала, тут точно можно. Ну, если прям очень-очень некомфортно, ну, можно написать про то, что там не уменьшили, ну, уменьшило количество багов, там, ну, там, совместно с командой. Ну, если прям супер некомфортно, ну, можно пробовать так написать. Там, совместно с командой мы там достигли такого-то, такого-то. Там, бесперебойная поставка фич, успешный релиз, меньше багов. Вот это все там предотвратило, может быть, какой-то критичный баг заранее, до того, как это там было обнаружено и так далее. Вот, что там погружалось в требования, в требования там, в PRD там, заранее, и это сократило там, срок тестирования с ожидаемого, условно, с ожидаемых 2 недель, там, например, на неделю, и то есть сократило там, время тестирования вдвое, на 50% и так далее. Ну, то есть вот такие все цифры. А, Можно вспомнить, что вот конкретно вы делали, ну, то есть какую-то вот, ну, вот была, допустим, если вас смущает, что команда очень большая, и работали все над одной большой фичей, ну, вот, а где же в этом я? Можно, ну, вот, вычленить что-то конкретное, там, вот, а какой конкретно кусок этой фичи, там, вы тестировали, и что вот эту часть, эту бизнесовую функцию вы полностью протестировали и полностью знаете, как она работает. Соответственно, вот, рассказать про достижения, про метрики именно в плане этого, вот, там, куска фичи, что вот, вот эту часть зарелизили. Вот, соответственно, да, то, что тоже анбординг других ребят может быть Тогда, возможно, достижением, странно новый выглядит, процесс. что а, Мгм. фичей-то очень много было как раз. А это же не будешь Мгм. все в достижении писать. Я знаю очень много всего из того, что мы делали в команде. Но это действительно, извините, я просто не понимаю, как это написать.
То есть можно, в моем представлении, это либо должно быть что-то, ну, действительно плюс-минус выделяющееся, и к чему я лично приложила руку. У меня есть пара таких достижений, я их указала уже. Либо это нужно расписывать уж настолько подробно, что это резюме, там, я не знаю, насколько растянется, что Не-не. но это в каждой фиче, в любой фиче, в которой я участвовала, мы и ревьюем требования, мы там, я не знаю, вот эти оцениваем время на проверки задач, там и до, и после, и поддерживаем там после выхода фичи в прод, и работаем там с багами от саппорта, которые от игроков приходят, и исследуем сложные случаи. И все, короче, все, что только не есть, и пишем тест-кейсы, и чек-листы. Все на свете, что можно делать, короче, мы делаем. Но для меня это просто выглядит рабочими обязанностями. И, как я поняла, в резюме просто описывать, что я делала, это не подходит. То есть нужно именно писать по формуле. А как написать по формуле? То, что я просто делала постоянно, каждый день, и, ну, формально, наверное, можно сказать, что это приводило к одним и тем же результатам. Не знаю, может, у нас настолько все хорошо было, что просто не напишешь не то, что баги сократили, не еще что-то сделали, потому что уже и процессы все прописаны, и все работает плюс-минус как часы. Я не знаю, в общем, я потерялась просто полностью в своей деятельности, мне кажется. Я не знаю уже, что написать. Ну, ой, ну сейчас вот прям стало понятно, что ну очень-очень много всего, очень много явно результатов, очень много достижений. Вот, соответственно, можно посмотреть, опять же, посмотреть на анализ рынка, а что вообще требует, ну, то есть, откуда, ну, то есть, какие вообще формулировки, какие слова используют в вакансиях, и вот это же, этими же словами попробовать описать, а к чему это все привело. Ну, то есть, вот если там написано, что там ну вот прям вот один в один, вот как написано в вакансии, что там тестировщик, который вот это знает, вот это умеет, вот это применяет, и вот так и сказать, что вот я вот это применяла, и там, ну, обеспечила успешную поставку, там, сократила сроки и так далее. Ну, то есть добавить вот этих всех а, цифр. Вот, то есть очень сильно можно смотреть на вакансии, вдохновляться, можно немножко тоже LinkedIn каких-то других тестировщиков повдохновляться. Вот. А, ну вот еще подумать насчет оцифровки, что там, ну, в целом можно оцифровать но много что и в плане этих результатов, в плане какой-то оптимизации, что сократили там, ну, может быть, для своей же команды время, что вот предложили какое-то вот описание процесса, например, а как лучше, как ускорить этот процесс там для других, и это сократило там работу для всех. Вот. Кстати, вижу тут еще поднятую руку. Это комментарий по ситуации Марии или это... Мгм. Да, я хотела просто уточнить у Марии, у вас есть трекинг задач? Обычно в компаниях всегда он есть, и там как бы цифровая, ну, как бы оцифровка результатов индивидуальная, она есть, сколько ты выполнил задач, сколько, где ты участвовал, а если оттуда взять, или у вас такого нету? Во-первых, мне сейчас негде уже посмотреть, потому что я не работаю. Во-вторых, мне тоже не показалось это достижением писать там, ну, супер условно там, я закрыла 100 задач за месяц. Но в этом есть смысл? Относительно чего, как по количеству задач HR должен понять, что это Объем какое-то работы. достижение? Это объем работы вашей. Потому что есть кто этим не занимается. У тестировщиков ведь разная работа. Да, ну Есть те, которые тестировать-то практически только точно. одну фичу выполняют, ну, там только один тип тестирования делают. А если вы опишете именно, что вы сделали в тестировании, ну, как бы Так сейчас я это тестировщиков... написала именно в том, чем я занималась. А э, как рекомендуют писать в резюме, это переформатировать под достижение нужно. Что там было, что я делала что-то с помощью чего-то, да, по-моему, и результат Мгм. такой-то. Вот как в это превратить, я не очень понимаю. То ли писать про каждую фичу, я там участвовала здесь, и вот с помощью там тестирования классного мы смогли там выпустить эту фичу в срок. Ну, у нас там этих фичей, ну, я не знаю, за несколько лет уже столько накопилось этих фичей. Так это Про каждую здорово. писать. Это здорово, что вы можете записать в актив, что вы помогли выпустить вот сколько-то фичей. То есть крупных фичей прошло через меня, там, за время моей работы прошло там 30 крупных фичей, например, с минимальным количеством багов.
Ну, или там с каким-то, да, то есть процент багов был там такой-то, если вы можете его посчитать. Если нет, просто с минимальным количеством багов. Это тоже достижение. Короче, надо все посчитать, видимо. Да-да-да, У вот меня проблема посчитать в том, что у такие. меня доступа уже нет никакого к информации. Ну, Ну, вот крупные прикинуть, фичи просто короче. по памяти, да, прикинуть вполне себе можно. Уже хорошо. В общем, понятно, спасибо, надо еще подумать мне. Да-да-да, ну, там можно что там, вот там задачи там стольких-то разработчиков вы, например, обрабатывали и смогли там тестировать, что там несколько у вас было, ну, может быть, вот там групп команд, там, что в нескольких продуктах, что вот вы там и в такой сфере, там и в такой, ну, вот насчет этого всего покрутить. Вот, то есть целом вот подумать, ну, это вот что было классного, вот чем вы, не знаю, гордились, какие были классные, мощные там функционалы, что вот, ну, прям, вы знаете, что потом они хорошо полетели в компании, хорошо, там, хорошие были бизнес-результаты, и вот тоже, ну, вот, что вот вы к этому руку приложили, что вот оттестировали там такую-то функционал, который потом, ну, вот точно вырос, и точно там было много пользователей. Ну, то есть что-то вот такое захайлайтить. Вот. Ну, и, соответственно, тут уже как раз, ну, в принципе, мы тут пока обсуждали, у вас уже 2 достижения, вы говорите, уже есть хороших, мощных, описанных, про много фич, да, придумали, обсудили, и, ну, вот еще это уже третье, но, в принципе, 3 достижения уже неплохо. Но сейчас, если еще повертеть насчет команды, насчет сокращения времени других тестировщиков, насчет того, а сколько было там разработчиков, да, чьи задачи вы обрабатывали, вот такие еще немножко цифры покрутить, может быть, какое-то ускорение, да, что вы там описали какую-нибудь инструкцию для более младших тестировщиков, и это ускорило всю вашу команду. Вот чуть-чуть еще докрутить, и вот уже вообще даже очень даже много достижений. Угу, угу. Супер. Так, ну вроде бы все, да, расписали, да. Да. А, Ну, 2 Здорово, часа мы проговорили. да. Ребят, всем спасибо, что 2 часа пробыли с нами. А, Помимо всего прочего, мы с Мариной оба ведем эти канальчики в Телеграме. Так что подписывайтесь на нас. Подожди, где-то тут же что-то было, да, еще у нас, По-моему, по-моему? на следующем слайде, да, у нас есть, по-моему. Во, да, Да, вот они, наши вот. На, телеграм-канальчики. на- Не, это не совсем телеграм-канальчики, это лички, но рядышком, да, там у меня указано в личке тоже, какой Да, у меня тоже в телеграм-канал я профиле веду. указан канал, да, поэтому можно Так будет что перейти, там всегда приходите, куча пользы. да, подписывайтесь, читайте, задавайте нам вопросы и все остальное. Спасибо вам всем огромное и всем вам удачи, в первую очередь, в описании ваших достижений, я чувствую. Это важно, себе уметь их Да. присваивать себе. Ну и в Все, целом вот двигаться, какое-то движение, что может быть в другую сферу, может быть к новой на работе, ну, чтобы вот сделать этот шаг и действовать, да, действовать, не останавливаться. все, коллеги, всем хорошего вечера, до свидания. До Пока-пока. свидания, спасибо.